Всем привет! Ну что, перекличку устраивать не будем. Начнем сразу о главном, чтобы этот вебинар у меня не растянулся в бесконечности, как обычно. Так, сегодня мы говорим о симметрии. Сегодня мы разберем 13 типов лиц, типов бровей, в общем, 13 частных случаев, которые наверняка захватят большую часть ваших клиентов, с которыми вы работаете, ну, с типажей ваших клиентов, с которыми вы работаете постоянно, и у вас возникают трудности. Сразу скажу... Всем привет! Ну... Забыла выключить. Сразу скажу, как так работаю я. Это правила, которые я создала в своей сети, и этому учу своих студентов в школах. И, наверное, я не претендую, конечно, на абсолютную прописную какую-то истину, но вот это мое мнение насчет симметрии. Все, поехали. Добрый всем вечер еще раз, тем, кто только что присоединился. Итак, для начала я бы хотела узнать, на что вы обращаете внимание при отрисовке эскизов и во время поиска формы и симметрии. Напишите основные вот несколько, не знаю, 3 характеристики, 3 критерия. Вот прямо сейчас, мне очень это интересно. А пока я расскажу, на что я обращаю внимание. То есть самое первое при взгляде на клиента, первое движение мое – это выровнять голову. Наверное, все, кто смотрели мои какие-то вебинары или видео, или прямые эфиры, это у меня уже рефлекторно. То есть когда я фотографирую, когда я отрисовываю эскиз, когда я просто оцениваю лицо, я подхожу и выравниваю голову по горизонтали, чтобы она была для меня, глаза были расположены максимально по горизонтали, потому что абсолютно все сидят слегка наклонив голову, и очень часто мастера начинают рисовать на клиенте, который слегка наклонил голову, и это почти всегда такая фатальная ошибка. Это я наблюдаю постоянно на своих обучениях, потому что из-за того, что голова наклонена, получается, что одна бровь почти полностью лишняя, и мастер мучается и думает, удалять или не удалять волосы. Итак, выровняли голову, первое, с чего начинаем. Затем мы оцениваем форму лица, то есть, ну, как бы такие тоже, это прописная истина, форма лица овал, круг, треугольник условно или сердечком, там как его называют, и квадрат. То есть это 4 основных, конечно, типов лиц, форм лбов, челюстей и так далее намного больше, но это как бы основные, от которых мы пляшем. Если у вашего клиента круглое лицо, то желательно это круглое лицо разбить, вот это всю округлость, и часто на круглом лице и круглый носик, и круглые глаза, и круглые губки, очень часто, ну, такое сочетание круглости, округлостей в лицах бывает. Вам нужно разбить его, вам нужно создать форму бровей, которая будет восходящей, возможно, с ярко выраженным изломом. Короче, ни в коем случае эту округлость не подчеркнуть. Квадратное лицо, естественно, мы смягчаем какими-то полукруглыми бровями, чтобы отвлечь от рубленых форм. Треугольное лицо, там очень много зависит от формы и расположения глаз, потому что если у вас треугольное лицо, вот эта часть широкая, подбородок маленький, губки маленькие и огромные глаза, то вы не можете нарисовать маленькие брови, они должны в любом случае быть приблизительно на чуть-чуть больше, чем глаза, но это расширит глаз, и как бы это расширит еще больше вот эту часть лица, и вот тут мы будем рисовать, я покажу тоже такой случай. Там все сложно, и бровь не может стать меньше, чем глаз, и сильно больше, то есть вы прям вот по краю ходите, но рисуете бровь, которая не расширит еще больше вот эту часть лица. И овальное лицо, его тоже сильно восходящими изогнутыми бровями вытягивать не стоит. Тут можно рисовать даже прямые брови. То есть мы сразу представляем форму в голове, которая сейчас ляжет на это лицо. То есть у вас прям должно сработать воображение. Потом мы приходим к самой форме бровей. От нее же мы и пляшем. То есть мой девиз всегда это сохранить как можно больше растительности, потому что что бы мы ни нарисовали, как бы мы красиво это ни рисовали, если мы выдернем почти полностью там одну из бровей, потеряем ее, то никогда это не будет так же натурально, как если бы вы сохранили максимальное количество своих волосков. Но опять-таки это не значит, что мы сохраняем все волоски, даже если они портят лицо. Если они лицо не украшают, то, конечно, мы расстаемся с частью волосков.
И тут мы смотрим по форме бровей, подходит ли она вашему клиенту, надо ли ее менять кардинально, сохраняем мы вообще или нет. В принципе, решаем и советуемся с клиентом одновременно. И узнаем, где, то есть анамнез собираем, узнаем, когда последний раз волоски росли, когда их щипали, какой раньше формы было. Чуть ли не детские фотографии спрашиваем, нам надо выяснить, где у нас живут волосяные луковицы на бровях, чтобы... Если вдруг мы будем рисовать, сильно менять форму, чтобы был шанс, что они отрастут. Потому что, ну, примерно, не знаю, процентов у 60-70 клиентов волоски отрастают, луковицы просыпаются. Так, затем мы смотрим на асимметрию лица. Если очень сильно расположены на разных уровнях глаза, то мы не подчеркиваем это. То есть между бровью и глазом с одной стороны огромное расстояние и маленькое с другой невозможно. Так нельзя, нам надо будет играть, то есть... пытаясь сохранить волоски и выровнять асимметрию. И надо сразу всем понять, что абсолютно симметрии нету. Все мы страдаем, хотим максимально симметричные, но так или иначе практически все брови, которые я вам покажу сегодня, при условии, что мы сохраняем волоски, они не симметричны. Они идут лицом, они меняют их в лучшую сторону, но они не симметричны. И что дальше мы делаем? Ну, меняем, собственно, форму. Обычно это чуть-чуть опустить головки, приподнять изломы, и направление хвостов – это самая часто меняемая часть. На самом деле хвосты мы играем с формой, чтобы глаз стал открытым. И все, начинаем рисовать, разбирать на лицах сейчас. Первое, что я сделаю, это еще раз вам напомню о том, от чего я вообще, в общем-то, пляшу обычно. То есть у нас бровь, как я уже говорила, какая бы ни была прекрасная форма, странная на одной брови, вам будет крайне сложно отзеркалить ее на вторую. У меня должен сейчас появиться планшет. И я прошу всех рисовать максимально вот такие вот простые, с прямыми линиями формы. То есть у вас может быть чуть-чуть разная толщина у брови, но в принципе все линии у вас прямые. И у нас получается, я, возможно, буду забываться и говорить излом или не излом, но у нас есть точки, о которых я говорила в бесплатном вебинаре, который вы, кстати, можете посмотреть в YouTube, по критериям качества. То есть точки, которые я для простоты назвала обычными А, Б, С, А1, Б1, С1. Ой, С у нас одна всего. Вам я советую еще для себя разбивать бровь на вот такие еще отрезки. То есть тело брови на 3 части и хвост брови на 2 части. То есть это у вас тоже вспомогательные точки, которые при поиске симметрии очень важны, и вы будете пользоваться, когда чекаете, когда смотрите лево-право, сравниваете друг с другом. И повторюсь, я тоже об этом говорю все время, я не любитель всевозможных линеек, и максимум, что это делать, это вот таким образом замерять, как художники это делают на вытянутой руке. Но я это делаю в голове, но начинающим мастерам я предлагаю вот таким образом замерять. То есть вы ногтем отмеряете на карандаше, отойдя где-то на метр, и смотрите тело брови одной длины, сравнили лево-справа, хвост одной длины. То есть это довольно просто, если приноровиться. Можете это использовать при поиске симметрии, в рисовании бутылок, всевозможных шаров и прочего, что очень помогает в поиске симметрии. Постоянная практика, я имею в виду. Так, сейчас я покажу вам модель. То есть, смотрите, то, что я перечисляла. Вот, допустим, это лицо разберем. Овальное лицо. Вполне молодое, брови находятся высоко от глаз, это хорошо, но что сложно, эти брови очень пучковатые такие, с толстыми волосками, и значит, что вот на этих бровях конкретно я меняла бы минимально, потому что они именно вот такие рельефные, яркие, толстые волоски, и сами по себе брови такие странные, пятнистые, какие-то рваные, то есть человек их щипал, скорее всего. Так как волоски в этом случае собой заполняют бровь
от начала и чуть ли не до конца, потому что волоски длинные, рельефные, получилась вот такая рваная бровь, потому что один выдрал волосок, и получилась дыра, и все, брови испорчены. Что мы делаем? Мы осматриваем, тщательно осматриваем бровь, где она росла, то есть здесь понятно, что вот в этой части отрастут волоски, пустота, да, где у нас максимально в изломе высоко пушковые волоски, и насколько можно в ширину расширить, чтобы попытаться сделать эти брови симметричными. По форме, в этом случае конкретно отлично у нас, в принципе, прослеживается излом, и этому лицу они подходят, но размер, конечно, великоват, вроде как, да, и нам придется сделать его еще чуть больше, чтобы все волоски сохранить. Так, и сейчас я вам покажу видео, я просто заранее рисовала все эти, сейчас найду эту девочку, все эти эскизы, чтобы вы не сидели и не смотрели, как я там чиркаю на планшете, чтобы она... Так, эта девочка у меня тут в галерее, значит. Вот. То есть, ну, конкретно здесь я рисую в планшете, подбираю. Сейчас я... Что я делаю первое обычно? Как всегда, это сложная бровь. Мне нужно создать простую прямоугольную форму в теле брови. Я набрасываю это очень легко карандашом, либо я, в зависимости от ситуации, от клиента, с которым я общаюсь, я очень часто одной линией рисую просто как бы контур, особенно когда я делаю волосковый метод. Но чаще всего все-таки я отрисовываю такими легкими движениями, заполняя условно пустоты. То есть если, знаете, просто наложить прямоугольник на тело брови, вы увидите, что ну, вот здесь вот яма пустая, то есть мне нужно ее заполнить. Сверху обычно в районе между изломом и головкой брови провал бывает, его можно заполнить. То есть я не рекомендую на таких рельефных бровях выходить дальше, чем за буквально там, не знаю, миллиметр-полтора от своих волосков. Именно потому, что эти брови очень рельефные, и рисунок, который в коже, он плоский, и будет очень сильно заметно, что здесь что-то непонятное, какой-то перманентный макияж под волосами светится, то есть вокруг, вернее, волос. Поэтому вот здесь конкретно. Так, я, наверное, немножко ускорю. 2 минуты. То есть я прорисовываю, смотрите, я заполняю пустые места, создаю вот эту простую прямоугольную форму в теле брови. У меня получается форма уже, которая прослеживается. И я удаляю волоски только те, которые, видите, их можно даже просто обрезать. Те, которые вне формы брови, то есть в моей новой брови. Очень часто, когда вы рисуете, у вас получается, у многих мастеров получается такой очень яркий даже эскиз. И если он яркий, с четкими границами, то вы будете искать симметрию вечно, потому что очень сложно клиенту воспринимать себя и очень сложно вам воспринять вот эту вот симметрию. Поэтому я всех прошу своих студентов рисовать полупрозрачно, чтобы эскиз не пугал. Форма, вот самая простая, классическая. Я рисую одинаковую форму всем. Просто на каждом лице получается эта форма немного разной. Потому что, еще раз, надбровная дуга у нас округлая, по-разному расположенная. И ну, немножко отличие по толщине может быть в теле брови, в хвосте, и это совершенно бровь уже будет смотреться новой. Поэтому, когда некоторые мастера говорят, какой кошмар, зачем всем рисовать одинаковые брови, я не вижу ничего в этом ничего в этом плохого, потому что брови на самом деле реально у всех практически
одинаковой формы, просто из-за черт лица они растянуты, немного по-разному выглядят на каждом вашем клиенте. И что мы делаем дальше? Это просто усиливаем, заполняем пустые места. То есть вы должны всегда понимать и в волосковой технике, и в растушевке, что те места, которые без волос, должны быть прокрашены ярче, чем те места, где у вас ярко лежат пучки. Иначе вы навсегда останетесь там с клиентом прокрашивать без конца его брови, если просто равномерно прокрашивать, потому что под пучком будет всегда выглядеть ярче, темнее, насыщеннее. Поэтому, особенно в волосковом методе, я всем рекомендую прокрашивать только пустые места и немножко, совсем немного под волосками. Так, смотрите, простая классическая форма открывает взгляд. По поводу симметрии я сейчас еще раз открою ее в программе, потом эту девочку. И покажу вам на самом деле, как выглядят на этом лице абсолютно симметричные брови, которые при помощи программы я нарисовала, которые расположены на одинаковом расстоянии от глаз и имеют абсолютно симметричные длину тела, хвоста и самой брови. Тут у нас получается, что самая важная часть, на которую вы должны обращать внимание, это начало и окончание головки, потому что вся остальная часть брови у вас уже на нее глаз смотрящего на вашего клиента или собеседника вообще в принципе уже не обращать внимания. То есть все, на что мы смотрим, это головки бровей. То есть они должны четко находиться на одном, ну вот максимально, насколько это возможно, расстоянии от центра. Так, что тут я уже заканчиваю? Смотрите. И по горизонтали они должны находиться на одинаковом расстоянии и от центра. Вот примерно так я бы сделала вот этой конкретно клиентке брови, да. Это видео сейчас закончится уже, в принципе, оно закончилось. И я вам сейчас покажу в программе ее же, так, с разлинованными бровями, смотрите. То есть если я брала как эталон бровь, которая левая бровь клиента, и отрисовывала на ней, ну, просто бровь обычную, я тут не старалась искать бровь, которая ей прям идет, я пыталась просто как бы сохранить максимально волоски на одной из бровей, и вторая бровь, правая, она отзеркалена максимально, и получается в этом случае мы теряем просто полностью брови в брови хвостик. Видите, да? То есть вот эту часть нужно будет удалять. Ну, это опять, если мы говорим об абсолютной симметрии. И, на мой взгляд, это неприемлемо совершенно, потому что если я... Сейчас я покажу ее брови, которые я рисовала. Смотрите, видите? Насколько они как бы не симметричны, но насколько правильнее, на мой взгляд, они все равно расположены относительно и глаз, и относительно друг друга, хоть они и не прям полностью симметричны. Так, сейчас я отключу. Видите, да? Плюс, если у ваших бровей размытые внешние контура, то есть нету абсолютно четких контуров, то они не вот эти вот некие несимметричные моменты, они не будут бросаться в глаза. Я сейчас здесь тоже, не знаю, возьму белый цвет, чтобы было проще воспринимать. Я сейчас вам покажу, что здесь у нас несимметрично. То есть центральная линия. Смотрите, видите, один хвост гораздо выше другого по отношению к горизонтальной линии. Если нам взять головку, видите тоже, да, они, получается, на разном расстоянии от центра. Но тут можно немножко передвинуть линию вот эту осевую, но
тут ничего не изменится особенно. И еще раз напоминаю, что я рекомендую, почти всегда это срабатывает, рисовать вот в этом треугольнике. Искать ось в треугольнике, который находится между глазами. То есть это самая такая симметричная часть в лице, но, конечно, крайне редко бывают исключения, и в ней тоже бывают, она тоже бывает не симметричная у некоторых людей, прям видно, что съехавшая относительно в общем лица. Вот, отцентровали. То есть часть брови получается совершенно не на месте, и ее нужно вроде как удалить. Но вот я не рекомендую это делать конкретно в этом лице. Так, идем к следующему. Я могу после каждого лица отвечать на какие-то вопросы, которые вы пишете. Так, делаю разметку лежа, потом уже сажаю перед зеркалом. Вот, кстати, вот это я не рекомендую делать и никогда таким способом не пользовалась, честно. Потому что лежа настолько сильно меняются лица, что, на мой взгляд, это плохая идея. Идем дальше. Какими цветами или карандашами делаю эскиз на клиенте. Это обычно коричневый карандаш и черный карандаш. Просто я настолько легко ими прикасаюсь к коже, что они полупрозрачно рисуют и выглядят очень просто. Карандаши это фирмы Gucci, уже миллион лет мы ими пользуемся. Тенями я практически не рисую на лицах. Ну или это может быть просто белый или коричневый карандаш, которым я рисую рамочку. Я показывала много раз все инструменты, которыми я работаю в вебинаре по бровям, и по волосковым бровям, и по бровям, где мы делаем растушевку. Так, идем дальше. Вот эта девушка у нас уже была. Смотрим на нее. Тоже очень, вот это лицо как раз-таки такое сердечком или треугольником, как его назвать, с широкой частью в районе глаз. То же самое, обычно в некоторых видео я буду отрисовывать при помощи, так это я тут начала сразу уже с бровей, где тут у нас... Это я здесь распушала, это не то видео, извините, простите. Так, ладно, давайте вот эту девочку возьмем. Это тоже распушала. Вот она здесь без бровей. Я рисовала некоторые эскизы. То есть вот эта девушка с очень сложными бровями, на самом деле, с очень асимметричными, и в то же время они рельефные, такие же, как и у предыдущей. Они с ярко выраженными такими темными волосками. От чего мы пляшем, еще раз я прорисовываю, это центральная осевая линия и линия горизонтальная, которая проходит либо через радужку, либо через уголки. Это при условии, что глаза относительно друг друга достаточно симметричны, то есть когда они не расположены прям сильно на разных уровнях. И тут можно такие наметать сразу, то есть на самой высокой брови. Самой высокой бровью я называю ту бровь, у которой излом выше всего находится. То есть я по ней тогда начинаю отрисовывать эскиз и намечаю вообще в принципе место, где в изломе у меня растет максимальное количество волосков. Я там пытаюсь поднять максимально высоко и очень часто начинаю прям с излома. То есть я накидываю в изломе как бы максимальную высоту в принципе бровей.
Вот как выглядит, если я рисую просто контурами, то есть я накидываю контур и потом заполняю его уже волосками или растушевкой во время процедуры. Но вот конкретно здесь я ну, буду показывать в процессе, как это выглядит, чтобы было понятно. То есть нижняя линия прямая абсолютно, ну, насколько возможно, она прямая, просто глазницей она все равно слегка искажается и надбровной дугой прямость наших линий. И тело брови, опять, насколько это возможно, видите, здесь я отнесла максимально далеко на левой брови как бы вот эту вертикальную линию, линию излома. Но на деле на брови там совершенно не было излома, и она ниже, и мы будем поднимать левую бровь до уровня правой, насколько это возможно. Так, 2 минуты. То есть тут, видите, да, сейчас я как бы выстроить постаралась по отношению к горизонтали, чтобы точки мои А, Б, С были на одном расстоянии от нашей вот этой воображаемой горизонтальной линии, то есть от глаз. Удалять здесь практически нечего, потому что брови перещипаны, и для этого лица они достаточно тонкие. Ну и дальше мы просто как бы заполняем пустые места, видите, да? Ну их тут хорошо видно. Внутри контура пустые места, если заполнить, то по сути появится вот эта моя бровь. В каком случае можно сильно менять форму? Мы тоже подойдем. Можно менять форму, когда очень прозрачные, тонкие, как паутина, волоски вообще в принципе у вашего клиента. В головках выдвигаться больше, чем на 1,5, где-то 2 максимум миллиметра я тоже не советую в случае вот таких рельефных бровей, потому что вот это место опять, это то место, на которое мы смотрим при взгляде на человека и разглядываем его. И если рельефные брови и пустая кожа прокрашенная далеко вперед, это будет не очень красиво. Если брови сильно раздвинуты и перещипаны, то вы должны с клиентом, согласовав, естественно, менять форму постепенно, его бровей сдвигая, расширяя их со временем. Там, не знаю, в течение где-то полугода вы меняете эту форму. Так, что я заполнила, смотрите, примерно все пустоты, убрала слой. И теперь просто нужно уже рельефом, вернее, рельеф сравнивать, потому что там, где свои волоски у клиента, более темные места, и мне нужно распушить внешние границы. То есть, ну, в принципе, я реально так и рисую эскизы обычно. Накидываю сначала прямые линии, а потом уже прокрашиваю, распушаю где-то, чтобы клиент на себя глядя в зеркало понравился сам себе, потому что с четкими, если границами мы будем работать, никому не понравится. Где эту программу можно взять? Вы можете ее скачать в Play Market, просто купить. Это обычная программа для художников для рисования. Она очень-очень-очень вам поможет, если у вас есть планшет, в котором можно рисовать. Если вы будете просто постоянно даже на своих клиентах смотреть, а как было бы лучше, анализировать свои работы и выяснять, ну, как скажем, менять, даже уже несмотря на то, что клиент ушел, что-то менять всегда после того, как прошла процедура, для себя, чтобы понять, что изменить, потому что, скорее всего, на коррекции вы сможете уже что-то поправить, если поработаете с этим лицом просто дома. Если нету такой программы, вы можете распечатать портрет и порисовать в свободное время на нем. То есть, в принципе, все наши студенты таким образом и практикуются. Вот конкретно в этом лице приходится поднимать изломы, дорисовывать прям серьезно, потому что они нужны, необходимы этому лицу. И не сильно я стараюсь раздвигать вот эти вот, не делать сильно раскидистыми тоже брови, потому что скулы широкие, глаза широкие, широко расставлены. И когда у нас широкая переносица и глаза широко расставлены, я всегда стараюсь прорисовать поближе друг к другу, если это возможно, головки бровей.
и приподнять изломы. В принципе, это вообще у 90, там, наверное, 8% клиентов. Вот сейчас работа такая проходит, очень важная. То есть если даже вы накидали форму и она симметричная, даже если вы замерили ее, она симметричная, а из-за волос очень часто смотрятся брови несимметричными, потому что, ну, акценты расположены в разных местах. То есть это тоже большая часть вашей работы, когда вы должны прокрасить бровь правильно. Потому что даже симметричная бровь с неверно расположенными акцентами будет выглядеть несимметричной. Вот у меня, допустим, брови тоже. На одной из бровей очень низко растут все волосы, на второй брови они практически идеально, как положено, повыше. То есть и всегда приходится прокрашивать на одной брови по верхней части гораздо больше, чем на другой. Пишите пока мне свои вопросы. Ну вот с этой вот мы закончили. Я сейчас ее еще покажу в галерее, найду. Где же ты, где? Вот она же. Смотрите. Вот брови, которые я и рисовала до этого. Вот эти брови, они абсолютно симметричны тоже относительно друг друга и расположены симметрично от центра переносицы. Видите, да? Я выставляла эту фотографию у себя в галерее в Инстаграме, что на разных расстояниях находятся хвосты бровей, и, в общем, брови смотрятся крайне несимметричными, хотя они абсолютно одинаковые. То есть просто это в программе ты рисуешь одну бровь, и у тебя зеркально появляется другая. И брови, которые просто, они несимметричны, они пушистые, немного разной формы, но тоже как бы с сохранением всех волосков. И насколько гармоничнее они смотрятся на лице. Все дело в том, что хоть они и шире, но у них мягкие воздушные границы. Поэтому я не люблю четкие линии, поэтому я все время говорю, не делайте четкую линию ни снизу, ни в головке, ни поверху тела брови, уж тем более в хвосте, потому что это самое воздушное, что может быть вообще, в принципе, границы в хвосте четкие быть не должны. Поэтому абсолютная симметрия, она, видите, чаще всего клиентам не идет. Так, ну что, как видите, брови не крупные, не большие сами по себе, едва выступают за как бы внешнюю часть уголка глаза, но они широкие, и лоб высокий позволяет нарисовать, в принципе, на таком лице хорошую форму, любую практически. И мы сохранили вообще абсолютно все волоски клиента. И плюс, если провести вот осмотр, смотрите опять, видите, вот эти вот все мелкие волоски темные говорят мне конкретно о том, что эта бровь была широкой раньше, и что ее просто перещипали, и она может восстановиться вполне, ну, благодаря вашей работе. То есть вот и в изломе вот в этой части. Видите, да, вот аж где волоски находятся. То есть вы можете работать по брови после анализа и осмотра ее. Смотрите, видите, насколько можно конкретно в этом случае поднять бровь. У нас, по-моему, будет бровь, которую нельзя поднимать, но вот конкретно эти, вот они, где идут. То есть анализ брови всегда это то, что вы должны делать. Анализ внешности и анализ брови. Не рисовать бездумно, и уж тем более не удалять быстро волоски, которые, как вам кажется, растут не там. Потому что я почти всегда в самом конце только рисования эскиза и после согласования с клиентом удаляю волоски. Так, идем дальше на следующую модель. Так, вот эти девочки у меня уже были. Эту я тоже отрисовала. Вот она, которую я хотела показывать.
Смотрите, здесь у нас один из тоже самых часто распространенных таких типов асимметрии, ну, вот, то, с чем приходят, это хвосты разной длины, разной толщины, которые смотрят совершенно в разных направлениях. Ну, а вся проблема, вот, в принципе, в этих бровях может быть спокойно решена при помощи расширения просто брови. Мы как бы вписываем одну бровь в другую. На левой брови у нас очень высоко находится излом, на правой он ниже. И, соответственно, головки тоже немного у нас разные по ширине, но в принципе достаточно симметрично расположены. То есть у нас, как я писала в описании к этому вебинару, чаще всего нарушения в бровях в головке на разном уровне, либо разного размера, тело брови разной толщины, либо разной длины. И хвосты у нас также разной толщины, разной длины. И вообще в общем брови находятся по горизонтали от глаз на разном расстоянии. То есть это все проблемы. И часто они комбинированы в каком-то из лиц, ну, в ваших клиентах. То есть не может быть одной какой-то. Одна ярко выраженная проблема может быть. Вот, а все остальные тоже присутствуют, но не так бросаться в глаза. То есть я обычно выбираю бровь, которую я как бы считаю эталонной и сложной. То есть это чаще всего бровь, которая расположена ниже, потому что если сразу начать на высоко задранной брови рисовать, это приведет к тому, что придется почти полностью удалять низко расположенную бровь. А проще всегда как бы немножко опустить, потому что по нижней линии волоски почти всегда вырастают. Но, как видите, вот в этой на левой брови клиентки не хватает волосков в теле брови в середине, то есть она такая вогнутая получается, странной формы, буквально несколько штук я дорисовываю. И по нижней части хвоста я его опускаю. И этого почти никогда не делают мои студенты. То есть они как рисовали, как бровь выше находилась, они ее и подчеркивают, еще выше рисуют, потому что там растут волоски. Но вот в нашем случае мы почти всегда опускаем, в этом случае тоже. Эта бровь получается более такая открытая, более интересная, и тут уже как бы выбирает клиент. Вы можете показать ему бровь, он скажет: да, согласен удалить волоски, или нет, делайте шире, сравнивайте их по ширине. То есть, видите, можно по-разному совершенно рисовать, можно прямыми линиями просто как бы создать рамочку и заполнять в середине, а можно прям сразу накидывать брови в как бы недостающих местах, представляя себе форму. То есть я когда реально рисую на клиенте, у меня вот уже в голове есть форма, и я ее условно закрашиваю на клиенте прям. И опять совершенно простые прямые линии. Здесь у нас лицо достаточно симметричное, глаза на одном уровне находятся, но просто перещипанные хвосты в разном совершенно направлении смотрят. Как раз таки, когда, ну вы знаете, вот тут вопрос повис, в этом случае лучше работать в волосковой технике, растушевка, наверное, будет смотреться неестественно, и свои волоски будут выделяться. Первые несколько лет своей работы вообще на клиентах я работала только в волосковой технике. И я сталкивалась с очень маленьким количеством случаев, когда нужна была реально растушевка. То есть я не могла добиться яркости, или я не могла, не знаю, по насыщенности сравнять брови при помощи волосков. Это случалось нечасто. Чаще всего все-таки волосковая техника, она подходит практически всем, если только кожа не совершенно какая-нибудь толстая и пористая, на которой даже опытные мастера не станут рисовать. Смотрите, на брови эти, как в принципе видите, да, я сейчас открою еще ее в планшете. Что-то мне пересохло в горле. Так, отказаться от изменений. Это же девочка, но с более широкими, более пушистыми бровями. Они шире намного, но как бы вот меня во всяком случае никак не смущают совершенно, потому что они широкие и полупрозрачные, вот эти внешние контура. То
То есть тут на вкус и цвет для вашего клиента. Смотрите, что тут у нас несимметричного? У нас немного разные хвосты по длине, немного они разные по ширине в теле брови. То есть, ну, я все это вижу. У меня такие мелкие, как бы, даже когда я рисовала, я, возможно, не видела этих мелочей, потому что когда ты рисуешь долго, на лицо смотришь, ты перестаешь воспринимать его правильно. Так, мне нужен белый, наверное, цвет. Порисуем. Смотрите, если по... Вот тут немного потеряна часть во внутренней части излома. То есть на что вы должны ориентироваться, проверяя себя вообще? У вас обязательно бровь, как вы помните, состоит из тела брови и хвоста. Как я уже говорила, вы можете поделить вот на примерно 3 части, чтобы проще было проверять себя. То есть, если брать эти брови, то хвост, ну, чуть-чуть на несколько волосков длиннее можно удлинить вот на этой брови, на правой, на левой, боже, когда я уже перестану путать. Тело брови практически симметричное по толщине и по длине. Чаще всего мастера теряют внутренний излом, то есть он съезжает, сейчас тоже покажу. Удалив, наверное, здесь, не удалив, смотрите, если здесь перенести немного излом внутренний, это то, с чем чаще всего сталкиваюсь я во время обучения. То есть верхний излом у нас на месте, слева и справа, а внутренний излом у нас находится в разных местах. Это то, на что мастера не обращают внимания, продолжая там пытаться найти. То есть у нас получается на правой брови тело укоротилось, как бы тело брови, и оно остается длинным на левой брови, и, соответственно, хвост у нас наоборот удлинился на правой брови, а на левой брови он смотрится более коротким. То есть тут вообще ерунда по симметрии, это буквально несколько штрихов дорисовать, но брови смотрятся совершенно разными. Поэтому я вас призываю смотреть, сейчас я верну назад все, смотреть на вот эти точки критериальные, сейчас потолще сделаю. То есть у вас получается слева и справа есть линии, которые вы должны между собой сравнить, проверяя по симметрии. То есть на одном ли они расстоянии находятся по вертикали, от центра каждая из них в изломе, в хвосте каждой из точек. И вот эти вот наши вспомогательные точки, они нужны нам для того, чтобы вы могли понять, что брови у вас одинаковые по толщине. Потому что очень часто получается либо вогнутая, либо выгнутая линия, и как бы тоже немножко отличается. То есть если вы вот эти точки между собой будете постоянно сравнивать, то вы очень быстро найдете, где у вас что-то пошло не так. Так. Разве на жирной коже можно волоски делать? Конечно, можно, я постоянно делаю на жирной коже волоски тоже. Есть несколько типов жирных кож, в которых я не работаю. То есть это такие, знаете, где прям поры как кратеры. То есть там не получится хорошей работы, там только растушевка, и та будет сложной. Так, отказаться от изменений. Начинаем следующее лицо рисовать. Так, вот тоже один из очень сложных случаев. Чем она сложна? Во-первых, сами по себе брови лицо не украшают совершенно. Я сейчас тут покажу, как рисовать на таком лице.
брови по форме некрасивые, и осложняется все тем, что, опять, они очень рельефные, тут мало что можно изменить, то есть хвосты заваленные смотрятся вниз, как бы делают унылое такое выражение лица, нам это надо обязательно изменить. Как мы это можем изменить? Либо их убрав и нарисовав выше гораздо, но на этом лице тогда вся бровь пойдет восходящая без хвостов, и она будет находиться слишком высоко по отношению к глазам. Поэтому чаще всего, в принципе, я это делаю смело. Я опускаю немного бровь в головке, чтобы вот такое вот направление изменить, а автоматически бровь становится восходящей в районе головки. Немного, если по нижней линии опустить, и не подчеркивать. Вот видите, эта бровь имеет такую головку массивную. И если я ее сделаю, подчеркну и сделаю прям плотно прокрашенной по верхней части, то это будет очень тяжелая головка, очень некрасивая. А если я это сделаю либо при помощи волосков, либо при помощи полупрозрачных, ну как бы акцента не по нижней линии можно плотно прокрасить, а по верхней линии в головке очень-очень прозрачно, чтобы не утяжелить. И что я делаю дальше? Я в изломе поднимаюсь, насколько это возможно, для того, чтобы моя вот эта прямая линия, как обычно, она такая же прямая, как и везде, то есть это тело брови, прямоугольник. Я просто, как бы он лежал у меня горизонтально, даже как бы с направлением вниз, я беру и поворачиваю его, чтобы он восходящим был, дорисовывая в изломе. Да, на таких бровях очень сложно работать, потому что это природный рост, тут ничего не перещипано, в изломе ничего не вырастет, и, возможно, понадобится прям плотная растушевка по верхней части брови. Видите, буквально несколько волосков в хвосте я удаляю, чтобы не утяжелять, чтобы вот направление вот это изменить, прям низкое у хвостов. И тут просто можно было бы расчесать эти брови, уложить, но мне приходится стирать эти волоски, которые смотрят вниз. То есть все, я их как бы почистила. Это не прям идеально изогнутая бровь с плавным изгибом вверх идущим, но эта бровь уже не делает лицо, скажем так, унылым и грустным, каким оно было до этого. И это как раз такое лицо, где маленькие губки, узкий подбородок и вот широкая массивная часть вот в районе глаз. То есть оно такое треугольником или сердечком, как его, или как изумруд, как рубин, какой-нибудь драгоценный камень. То есть мне надо не расширить, не увести очень широко, чтобы не увеличить визуально вот эту часть в районе глаз. Скулы очень выступающие. Вот. И все, что я могу сделать, в принципе, это немного приподнять в изломе и немного опустить в районе головки. Без фанатизма, естественно, чтобы сохранить все волоски и чтобы это не выглядело ненатурально и как бы нарисовано грубо. На такой коже я могла бы делать волоски, конечно, но в конкретно этом случае настолько густые вот эти пучки, которые свои, родные, что волоски, дорисованные просто чисто волоски в районе излома, их будет недостаточно. Это должна быть смешанная техника, либо волоски с растушевкой сразу на одной процедуре, либо растушевка зажившая и волоски дорисованные на следующей процедуре, либо растушевка просто с перенесенным акцентом вот в эту внешнюю часть излома, потому что там надо прокрасить ярче, потому что будет недостаточно полупрозрачной просто дымки из-за того, что очень плотные растущие волоски вот в этой части. Как вы решаете такие проблемы на своих клиентах? Напишите мне, пожалуйста, честно, насколько вы много удаляете волос, если какие-то попадаются вам сложные случаи в поисках идеальной симметрии, которая
по сути, нам всегда недостижимо. То есть, в принципе, смотрите, это лицо, оно тоже достаточно симметричное, молодое, просто тут сложная форма сама по себе, и нам, по идее, это лицо нужно украсить, насколько это возможно. Смотрите, немного я убрала только в хвостиков по 2-3 волоска слева и справа, и дорисовала в районе излома волоски. То есть я всегда вписываю просто в прямоугольник, просто он у меня либо прямой, либо восходящий. Никогда не может быть головка расположена таким образом, чтобы бровь шла как бы нисходящей, оставалась. То есть вы не можете подчеркнуть вот эту головку по верхнему краю ее совершенно, потому что вы усилите вот эту вот не спадающую форму хвостов и тела брови. Поэтому ни в коем случае там нельзя дорисовывать плотно по верхнему краю в головке ни растушевкой, ни волосками, ничего. Я даже иногда у своих учеников замечаю, что они старательно прорисовывают волоски во всю длину, во всю ширину головки. Это неправильно. То есть вот в этом случае буквально несколько волосков по нижней линии и вообще не трогать по верхней. Ну или, как я говорила, с расположения дымки. Так, ну тут в принципе понятно. И опять смотрите, довольно четкие формы. Сейчас я покажу, как выглядит она же. Если еще чуть-чуть растушевать и немножко еще выщипать ее брови. Так, вот она здесь, наверное. Смотрите, то есть что еще можно было бы сделать, но это только с четкого согласования вашего клиента. Тут видите, какое изменение. Еще немного дымки по верхнему краю. Никаких четких границ вот в этом случае не должно быть. То есть ваша яркость, она спрятана внутри брови должна быть. Акцент расположен по внешнему уголку излома. И дальше уже как бы меняем, приподнимаем только дымкой, только полупрозрачно. И тут тоже я отрисовала по симметрии вот эти вот абсолютно симметричные брови, то есть насколько бы туда вошли или не вошли, но в принципе здесь почти полностью вошла бровь, только просто на одной из головок больше гораздо работы по нижней линии, но не все лица бывают настолько же симметричны, то есть здесь глаза расположены относительно горизонтали и вертикальных осей на прям идеальной практически симметрии. Вот. А вот в этом случае, если убрать, смотрите, что я сделала. Я еще выщипала как бы волоски по нижней части тела брови и дорисовала по внешнему излому. То есть это очень сильное изменение формы, и тут мы теряем достаточно много волосков. То есть это нужно прям четко клиенту объяснить, на что он идет в этом вот конкретном случае, потому что не все согласны настолько сильно менять форму и настолько много терять свои волоски. Так, я почти не работаю с волосками, так как и не работаю с машинкой, а микроблейдинг травматизм. В основном делаю подрыв брови. Я поняла. Ну, вы можете все абсолютно, что я показываю, делать растушевкой. Просто тут все дело в акцентах. Все дело в том, чтобы вы правильно расположили акценты, когда будете делать растушевку. То есть, если взять ее, еще раз, смотрите, какие яркие пучки. То есть, ваша работа, в принципе, всегда основная. Так, я прям на ней порисую. То есть она вот в этой части будет расположена, ваша работа. На деле здесь, чтобы изменить форму, и вот здесь вот тоже. Чтобы изменить форму, вам нужно прокрасить опять-таки только пустые места, потому что настолько яркие брови,
свои, что если просто равномерно прокрашивать, вы сделаете слишком их яркими, слишком плотными. То есть равномерная дымка везде, и вот в этих местах у вас более плотный прокрас для того, чтобы выровнять по симметрии. Так, кто у нас там следующий идет? Напишите мне, такой формат вообще вам интересен, подходит он, потому что брать и рисовать эскиз на всех этих лицах я не могла, я их искала в этой модели наши, ну, которые во время обучения приходят. И такое большое количество разных лиц найти я тоже не могла, потому что... Так, всех я показала. Так, давайте вот эту посмотрим. Что здесь у нас тоже? Очень сильно раздвинуты брови. То есть тут явно перещипаны клиентом брови, которые она сама испортила. Разное совершенно тело по длине слева и справа. И, соответственно, тут же из-за этого разные хвосты по длине. Ну, понимаете, да? Если брать геометрическую фигуру, то у нас просто прямоугольник и треугольник. И если у нас прямоугольник короче, треугольник, соответственно, становится длиннее. И наоборот, если... Так, а сколько у нас до перерыва времени? 4 минуты. Почему-то вы сегодня крайне молчаливы все. Ну-ка, пишите мне, давайте обратную связь и свои вопросы. Что вот вы конкретно сделали бы вот с этим лицом? Посмотрите на него. Овальное лицо, брови рыхлые, полупрозрачные и... Не очень понятно, то ли свежевыщипанные, то ли никогда не росли. Но лицо молодое, скорее всего, это свежевыщипанное. Из-за того, что они вот такие плешивые, то есть этот анализ, я не зря делаю акцент на нем именно, потому что в зависимости от того, что было у вашего клиента, вы можете... рисовать. То есть, если она перещипала брови, конкретно здесь она их перещипала, потому что вот эти волоски по верху, которые щипаются, они формируют тело брови, и бровь из-за этого плешивая. Плюс они еще и раздвинуты, видно, насколько сильно. И здесь видны пушковые волоски у переносицы, которые она не трогала. То есть, явно видно, что их можно отрастить и сдвинуть на место, поставить. Здесь широко довольно расставленные глаза. И мне очень хочется такие глаза как бы визуально чуть-чуть сблизить, но сделать я это могу только бровями, увеличив, расширив и приблизив друг к другу головки брови. Вот. И я как бы расширяю бровь эту, потому что волоски эти рыхлые, потому что они не сильно яркие, не катастрофически рельефные, и потому что есть у нас шанс эти брови отрастить довольно широкими сделать. Лицо овальное, и мне хочется сделать на таком лице сразу брови с изломом. И, естественно, все брови мы делаем симметричными и красивой формы только через расширение. Иначе никак. Мне надо будет сейчас пойти попить водички. Что-то у меня в горле першит. Совершенно верно. Слишком далеко головки бровей, да. Они никак не украшают это лицо. Настолько сильно расширенные. А так как выщипанные головки, тело брови укорачивается. То есть, если вы всегда вот эту воображаемую сетку накладываете, ну или даже ее прорисовываете, то есть, что я называю сеткой? Это вот линия у вас основная осевая, и это бровь, которая разбита на квадратики, на кубики и нарисованная из прямых линий. То есть, вот, допустим, сейчас я накидала бровь, и она, ее уже, в принципе, достаточно. Я дорисовала несколько волосков в изломе, дорисовала несколько волосков в головке. Вот, но можно же сделать еще красивее. И, по сути, это прямоугольник. Сейчас я поставлю секунду на паузу, сделаю скриншот и покажу... Ой, где тут у меня скриншот? И покажу, о чем я говорю.
Смотрите, эта бровь уже практически прямоугольная. Просто у нее акцент расположен по низу, и в изломе он по низу расположен, и вот в этой части в районе головки. И не полностью полупрозрачно прорисован в районе излома. И как бы этот прямоугольник не смотрится таким тяжелым. Если я говорю, что у нас прямоугольник на брови, ну вот в тело брови это прямоугольник, то это не значит, что он должен быть прокрашен абсолютно от границы до границы и выглядеть прямоугольником. То есть у нас форма прямоугольника, но из-за разного расположения акцентов, то есть более плотного прокрашивания, у нас получается выглядит легче бровь. И как бы интереснее, и, в общем-то, имеет форму индивидуальную, эксклюзивную и конкретно этому лицу подходящую. Все дело в расположении акцентов. Волосками, как вы помните, мы делаем бровь ярче, либо их утолщая, либо прокрашивая между ними пустое пространство. А в растушевке мы кладем просто больше штрихов. И в некоторых случаях нам нужно акцент расположить по низу, в некоторых по верху, в некоторых в разных местах. То есть на одной брови акцент по низу, потому что бровь растет выше, на другой брови акцент по верху, потому что бровь растет ниже. И таким образом мы выравниваем бровь. Вот. И, конечно, мы стремимся всегда к тому, чтобы головки находились прям вот максимально идеально по расположению от вертикальной оси. Сейчас дорисуем вот это лицо и уйдем на перерыв. Так, девочки, по-моему, сегодня у нас одни девочки. А скажите мне, пожалуйста, фото эскиза в работе. Вы не видели вебинары по моим по растушевкам и по волоскам, их же там очень много этих эскизов, и я прям показываю, как я рисую на коже, потому что конкретно здесь я просто подбирала разные лица, разные типажи, разные варианты сложности с бровями, потому что на клиентах не перерисуешь всего такого. Я искала модели. Вот смотрите, видите, здесь я располагаю акцент по верху, я прошлась для того, чтобы выровнять, приподнять. Часто бывает, что брови вы нарисовали вот этот прям правильный прямоугольник, и все, бровь красивая, но смотрится она тяжелой. Допустим, ну как бы тяжелой и широкой, если она просто равномерно прокрашена. Если же вы делаете чуть-чуть ярче в районе излома по верхнему краю и полупрозрачно по нижнему, то она у вас сразу становится еще более восходящей. Сейчас тоже порисую, покажу одну и ту же бровь, если расположить акцент в разных местах, насколько по-разному она будет выглядеть, как и в этом конкретном случае. Все супер, хочется прям очень сложный случай, когда на разном уровне брови и глаза. Да, у нас будет здесь такая толпа, сейчас еще будут возрастные модели, несимметричные. Как быть, когда проблема в объемах, когда мышцы лица формируют асимметрию? Вы должны понимать, что я прям честно показываю клиенту, заставляю шевелить бровями, показываю, что мимическая асимметрия, я ничего не могу сделать, она потеряет просто брови, если я сделаю симметричными ее текущие брови. Тут надо менять именно, допустим, ботоксом форму морщин, расположения, разглаживать их, приподнимать, изменять и постоянно пользоваться уже ботоксом. Допустим, если это возрастной человек, и это реально мимическая асимметрия. Поэтому в некоторых случаях симметрии просто не будет. Вы не сможете ее сделать. Так, сейчас найду эту девочку потом в галерее. Потому что это просто физически невозможно. Вот. Поэтому не переживайте, что вы прям сильно криворукие. Все равно все мои эскизы, они прям не симметричны, но очень близко приближены к прям вот абсолютной симметрии, к тому, что можно максимально на этом лице сделать. Когда я повесила пост вот с теми 3 работами, я лезла и смотрела
я имею в виду сейчас в своем инстаграме, на как бы работы тех, кто комментировал и говорил: ой, я за асимметрию, я люблю асимметрию, это там изюминка и так далее. На самом деле там работы были прям такие, которым нельзя быть на лицах людей. То есть асимметрия разная. Она не большая, не кидающаяся в глаза, и есть асимметрия, которая, ну, прям невозможно, чтобы человек ходил с таким на лице. Давайте уйдем на 5-минутный перерыв, потому что мне надо попить водички. А вы пока пишите вопросы. Я вернулась. Всем еще раз привет. Я ищу эту девочку, которую сейчас рисовала. Я надеюсь, я ее не удалила, потому что она старая была. Блин, я ее удалила. Ладно. Так, отвечу на вопросы. Можно ли в данном случае использовать только технику напыления? Да, конечно, можно. Просто знаете как, когда ты рисуешь на планшете, техника напыления смотрится странно. Она закрывает, прям закрашивает полностью все и выглядит не так красиво, как в жизни. Просто это как бы издержки рисования на планшете. Читаю дальше. Вебинар, я думаю, я рассчитываю, что он будет идти 2 часа, но мне кажется, судя по тому, сколько еще у меня работ там, которые надо показать, он будет длиться больше. Так, проблема с возрастной кожей, когда кожа рыхлая, еще с морщинами, рисую эскизы, и они каждый раз из-за мимики разные. Совершенно верно. Самые сложные случаи это всегда возрастные, особенно с такой сухой кожей, морщинистой, где вы еще и ограничены. Сейчас найду, у меня здесь была какая-то, вот, допустим, вот, давайте возьмем вот эту. То есть это тоже возрастная, и посмотрите, насколько она несимметричная и сложная. Так, что у меня тут сразу середина открылась. Вот это, кстати, та кожа, на которой я бы не стала делать волосковую технику, потому что она очень толстая и очень пористая, на ней сложно. Максимум я, может быть, комбинированную бы сделала технику. То есть вы просто не обращайте внимания на то, что я рисую как бы волосками. В принципе, эти все движения я повторяю, когда и рисую эскиз такими коротенькими, легкими штрихами. Так, что мы здесь делаем? То есть, видите, да, левая бровь у нас очень высоко по отношению к горизонтали, к глазу. Тут у нас еще и нос, и вот эта переносица, все несимметричное. Вы видите, да, насколько сильно? Как бы вот лицо хочется прям взять и вылепить по-новому. Ну, а что сделаешь? Вот настолько несимметричный человек. Вообще, для чего, в принципе, я вот этот вот вебинар создала. То есть я очень часто вижу, как мастер вроде бы делает все правильно, но не может объяснить клиенту, а почему. То есть почему вот он сейчас выбрал такую форму, а не ту, которую клиент хотел. То есть тут же очень много нюансов. То есть в поисках вот этой идеальной симметрии очень часто мастера как бы усугубляют проблему, делают хуже, чем было даже, пытаясь вывести вот в эту вот абсолютную симметрию при помощи вот этих линейкой нарисованных линий, расчерченных прям вот таких сложных каких-то геометрических фигур. Так, давайте вернемся к этой нашей модели. Что я сделала? Я максимально приподняла и опять создала эту простую форму, то есть прямоугольник в теле брови, там, ну и треугольник в хвосте, да, которые должны как бы читаться. Тут у нас сложность в том, что бровь очень высокая. Вторая, и мы потеряем практически полностью первую, если начнем также высоко ее рисовать. Смотрите, что я делаю. Я в этом случае убираю несколько волосков, буквально несколько, вот в этой пиковой точке, которая даже не излом, а как бы середина тела брови. Убираю их, видите, в самую глубину уходя, потому что волоски, которые растут здесь, они формируют бровь. С этим надо очень осторожно, то есть в основном надо убирать либо пушковые, которые просто вокруг брови и как бы форму создают, но бровь не
формируют, не идут в середину ее и не будет проплешины, если вы уберете. Ну, крайне осторожно. Либо если вот здесь вот, допустим, вот этот пучок настолько яркий, что если убрать несколько волосков, которые задирают слишком высоко бровь, мы как бы чуть-чуть проредим этот пучок, и ничего страшного не будет, зато мы как бы хоть чуть-чуть их приблизим друг к другу по симметрии. Скорее всего, это мимическая симметрия, потому что очень часто в течение жизни одна половинка лица более выше сама находится, это вы замечали наверняка, и плюс еще клиенты мимикой приподнимают. И эти мышцы как бы застывают, фиксируются, то есть видите, да, что морщины в разных местах находятся. Вот. И опять, что я делаю? Ее я опускаю, насколько могу. То есть я создала прямоугольник, она более восходящая все равно, чем... Боже, я когда хочу сказать левая или правая, сразу у меня все путается. То есть какая-то правая, чем правая. Она более восходящая, чем правая, все равно останется. Но, тем не менее, они приблизятся друг к другу больше по форме и по расположению относительно горизонтали, вот по глазам, если смотреть. Вот. Но вы должны, еще раз повторюсь, понимать, что вы не всемогущий, вы должны клиенту донести, сказать: смотри на себя в зеркало, поднимай брови, чтобы смотри на себя в зеркало, фотографируйте ее в этот момент и показывайте, как сильно в мимике меняется, показывайте. То есть она должна полностью осознавать, почему вы нарисовали именно эту форму, почему вы там эту бровь подняли, эту опустили, все, что могли, сделали, сохранив волоски, но как бы симметрии не добились. Дело в том, что еще, знаете, если вы вдруг все-таки, допустим, убрали бы полностью на этом лице правую бровь, подняли бы ее максимально высоко, они все равно бы выглядели несимметричными, более того, крайне странными, потому что одна бровь с ярким пучком, а вторая бровь вообще лысая, на блестящей коже, на там, где пор много находится. Ну, вы замечали, я думаю, что это тоже как бы возможность определить площадку для роста бровей. Под волосками нету вот этих пор таких же ярко выраженных, как на лбу. Поэтому, разглядывая вашего клиента по каким-то еще растущим пушковым волоскам, вы можете понять, где бровь раньше находилась. По самой коже, которая немножко отличается от кожи, которая вот находится прямо на лбу. Вот. И получается, что просто вы должны клиенту донести, что вы вот в этом конкретном случае более симметрично сделать не сможете. Видите, да? То есть мы форму поменяли, но даже если... Сейчас тоже ее поищу. Здесь довольно четкие границы. Я, по-моему, распушала ее, чтобы показать. То есть даже если вы прокрасите прям очень плотно и ярко, то есть... кстати, я так часто делаю, сравниваю лево-справа и дорисовываю уже в конце. Если вы очень плотно прокрасите и левую, и правую бровь, то пучки, расположенные в разных местах, будут создавать асимметрию визуальную. Поэтому вам нужно всегда прокрашивать бровь в зависимости от пучков. То есть под ними работать минимально, особенно когда они вот такие ярко выраженные. Вот. Я думаю, здесь все. Мы закончили. И я пойду сейчас и покажу вам ее. Тут. Чуть-чуть еще больше я распушила здесь эти брови, чтобы они смотрелись ярче, мягче, чтобы форма, чтобы вот эта вот асимметрия, которая сохранилась, не бросалась в глаза. Смотрите, я сейчас сделаю конкретно эти брови более четкими. На новый можно.
более... Ничего особо не меняя по форме. И у меня получится сразу бросается в глаза. Да, ладно, чтобы... Ну, насколько они разные, насколько они на разных уровнях. Это как вот если просто равномерно закрасить. Совершенно разная форма. И я вот постоянно подхожу к своим студентам и вижу вот примерно такой эскиз. То есть я рисую эскиз на коже реально вот так же полупрозрачно. Ну, там был вопрос про то, что первый раз на моем вебинаре и не видели других уроков. Очень много есть просто уроков в Ютубе, где я рисую эскизы, и там видно, как я это делаю. И вебинары есть платные, которые... Здесь сейчас разместят ссылку, поддержка в чате прям, по бровям, по растушевке и по волоскам, которые вы можете приобрести и посмотреть. И там тоже очень много времени я говорю об эскизе, о симметрии. Так, итак, вот смотрите, эскиз такой и эскиз полупрозрачный и мягкий. Видите разницу, да? И работа ваша должна быть всегда с мягкими границами. И вся проблема обычно у многих мастеров, даже при достаточно красивой и симметричной форме, в том, что границы четкие, графичные, и получается, что работа смотрится грубо и некрасиво. Так, идем дальше. Кого мы не видели еще? Так, этих видели. Вот тоже такое лицо сложное, странное. Начинаем его смотреть. То есть, в принципе, вот это как раз брови, из которых можно много чего вылепить. То есть, в зависимости от того, что нравится клиенту, какие у вас предпочтения по формам. То есть у каждого мастера же есть свои какие-то любимые формы, которые лучше всего получаются. Здесь, если присмотреться, есть асимметрия в головках. Левая головка как бы шире прям, пушковыми какими-то волосками сформированная, непонятная, не очень внятная. Ну, и, естественно, странная непонятная форма. Такое ощущение, что эти брови щипали по верхней линии. Я тоже часто такое встречаю, когда я вижу плоские брови, у которых акцент расположен снизу, я сразу спрашиваю, по верху щипали? Они иногда признаются, иногда нет, иногда я сама вижу, даже не спрашиваю. Самое плохое, что можно делать, это щипать брови по верху, чтобы изменить их и сделать их форму какой-то более интересной. Поэтому не рекомендую это ни вам, ни вашим клиентам. Судя по тому, какие они рваные, видите, тоже с пустотами в середине. Ну, и я думаю, что конкретно она щипала по верху, опустила сама брови себе и убила у них излом. То есть, что мы первое делаем? Это расширяем одну головку до ширины другой. Накидываем, потому что и там пушковые волоски, растущие вот так хаотично, говорят о том, что были там эти головки раньше. Просто кто-то их уничтожил. Так. Я начинающий мастер, видела, что в YouTube вы говорили, что предпочитаете в основном обычный аппаратный перманентный макияж. Почему вы сейчас больше волосковую технику используете? Пуф-пуф. Не припоминаю, что я там говорила такого про... Как бы я использую волосковую технику, аппаратную волосковую технику с самого первого дня своей работы. И ее я и предпочитаю, просто как бы все учатся растушевке, потому что она как бы попроще в том, как бы сказать-то, попроще ее делать в общем и целом, и проще ей научиться с нуля. Поэтому в основном у меня везде, конечно, про растушевку, и в моих роликах, и в Ютубе, и не знаю, и работы мастера делают в основном в растушевке. Вот. Но волосковую технику я всегда делала, ее очень люблю и не переставала ее делать. И даже здесь, в принципе, видите, я рисую штрихами. Но вот эти штрихи, даже по форме я
по направлению. Я точно так же рисую эскиз, то есть мои движения, привычные мне, они никуда не делись, и здесь я то же самое делаю. Что я делаю на этих бровях? Я просто как бы дорисовываю в изломе, чтобы у нас по правилам, в принципе, они мной прописаны давно уже. Головка — это самая широкая часть в брови, и к излому она идет на сужение. Но теоретически головка и излом могут быть одной толщины, то есть тот самый прямоугольник. Вот, но здесь такая как бы плавная изогнутая форма получается просто за счет того, что по нижней линии так расположены, так растут свои волоски. И не вижу смысла в некоторых случаях что-то менять по нижней линии. Если все мягко, то можно так и оставить, и как бы только дорисовать по внешней части излом. Если мы знаем, какая у нас геометрическая фигура, то есть это прямоугольник, по сути, да, до излома идущий, то, нарисовав головку, найдя ее ширину, мы уже вообще без проблем рисуем, отрисовываем вот сам этот прямоугольник до излома. Если вы будете пользоваться вот этими прямыми линиями, ваши эскизы ускорятся, ваши работы улучшатся и станут красивее. И более того, в работе в самой, на коже, вы станете реже терять эскизы, потому что прямые линии проще воспроизвести, проще повторить, потому что если у вас идет сложный излом, и вы штрихуете, вам реально сложнее вот эту форму повторить на коже уже, потому что мешает все, и клиент, и его надбровные дуги, и глаза, и все-все-все. Поэтому чем проще то, что вы делаете, тем лучше у вас это получится. Запомните это и рисуйте прямыми линиями. Вот. Тут такие очень яркие глаза, интересные, которые отвлекают от всего на свете, вообще, как пуговички. И что-то хочется еще и с глазами сделать, но как бы речь не о глазах конкретно здесь. Удаляю я, видите, в хвосте буквально там несколько волосков, которые как паутинка, все остальные волоски сохранены. И обычная классическая форма, единственная по нижней линии практически не трогала, и поэтому нижняя линия просто плавно изогнутая. Но, в принципе, здесь тоже прослеживаются обычные мои прямоугольники, прямые линии. Так, возрастные брови постоянно убегают. Провожу по лбу, снимая напряжение мышц, уже начала на фотографию ориентироваться. Получается точнее, но я недовольна и вижу асимметрию. Возрастные брови, они, повторюсь, практически всегда асимметричными и останутся. Потому что там очень разница бывает большая. Прям реально бровь вскакивает на чуть ли не сантиметр выше. Плюс вы ограничены морщинами, которые и гравитационным птозом еще, который тоже нам мешает. Сейчас мы дойдем до моей, тут есть тоже со сложными бровями возрастное лицо. Я покажу вам. То есть, да, вы все делаете правильно, когда расслабляете, отрисовываете, просто хотя бы, чтобы просто вам было удобно. Но в жизни эта мимика, она будет давать свое, и никуда не денешься. Плюс еще на худых возрастных лицах очень часто вот этот рельеф, он очень ярко выраженный. И вот этот, и надбровные дуги, и глазницы, и ничего вы там особо и не сделаете. Смиритесь. Но если мы говорим о таком же примерно уровне, как у меня, который я покажу сейчас, рисование эскиза, то можно смириться и успокоиться, потому что это все лица, они все живые, и ничего вы не сделаете. И очень часто у большого количества клиентов, особенно возрастных, просто нет денег для того, чтобы выравнивать себе асимметрию при помощи ботокса постоянно. Ну, это довольно дорого все равно. Поэтому я многим моделям даже не предлагаю утихомирить их брови ботоксом, и я понимаю, что у них просто на это денег нету. Так. Волоски очень красивый воздушный метод, но на практике они хорошо смотрятся только на сухой возрастной коже. Многие говорят, что со временем волоски плывут. Ну, знаете как, очень многие мастера критикуют волосковую технику, потому что они просто ее не умеют делать, и просто как лиса и виноград, да, он, наверное, кислый. Все плывет, у нас все меняется в лице, они также бледнеют, и это такая сложная техника, что когда вы
ам, учитесь постоянно и что-то меняете в своих работах, ваши же работы спустя время вам будут казаться волосковые, я имею в виду, ужасными. И так, где же ты, где? Вот она. Вот она же с немножко еще другой формой. Смотрите, я чуть более пушистыми сделала. То есть, смотрите, с большого расстояния это растушевка и растушевка. То есть, как бы нет, я не делаю сейчас акцент на том, что это волосками только можно добиться. Нет, мы сейчас говорим о формах. Просто я говорю о том, что когда границы размытые, когда бровь имеет мягкие очертания, она может быть практически любой формы, толщины, и никого это не испугает, никакого вашего клиента. А здесь, видите, везде, где могут расти свои волоски, вот нарисовано. Но это, конечно, очень смелый вариант. И такую ширину, после вот такой тоненькой, вот такую широкую ширину брови, не каждый клиент захочет согласиться делать, но бывают случаи, когда и такое возможно. То есть брови более тонкие, с более четкими границами, и брови более широкие и мягкие. Видите, да? Ну, разница большая, как это смотрится, но вот реально тут мне очень сильно что-то хочется с глазами сделать. Мне прям недостаточно у такого яркого глаза, не хватает обрамления в виде какой-то стрелки или теней. То есть тут бровями я бы в этом лице не успокоилась. На самом деле очень часто я рекомендую, допустим, вместо губ клиенту сделать брови, потому что его лицо поменяют брови больше, чем губы, допустим. Поэтому так, что вот у нас еще одно лицо. Тут такое у нас хорошее лицо, в общем-то, судя по всему, овальное, там лоб высокий, наверное, под челкой, но тоже перещипанные брови и разведены. То есть здесь у нас разная длина тела брови нашей вот этой геометрической фигуры за счет того, что практически в половину выщипана одна из головок. Ну и в общем головки настолько какие-то полупрозрачные и не бесформенные, скажем так, и нуждаются в оформлении. Вот, и что мы делаем? То есть это анализ тут, в принципе, брови нам диктуют форму, у них есть определенная форма, излом, и я всегда стараюсь сохранить естественную форму, потому что, во-первых, к ней клиент привык уже, во-вторых, ну, не будет его шокировать ваша новая форма. Единственное, здесь хвосты низковато расположены. И я бы немного убрала эти волоски, как паутинка вроде бы, и подчеркивать вот эти вот брови низкорастущие смысла нету. То есть что мы делаем первое? Заполняем головку брови, формируем ее, в принципе. Немножко я всегда опускаю, практически всегда даже на восходящих бровях в районе головки, чтобы вот этот излом более ярко выраженный был. То есть если у вас вот палка, то если вы дорисуете по нижней линии и по верхней линии, то у вас поменяется направление. Вы должны об этом всегда помнить и не забывать о том, что линии у вас прямые. Иначе может получиться такой демонический изгиб, слишком ярко выраженный. Вот. И здесь крупные глаза, большие, и, ну, как бы, на мой взгляд, толщина бровей недостаточная. То есть я утолщаю, причем не сильно меняя толщину и высоту в районе излома. То есть, по сути, в районе головки только формируем, утолщаем бровь саму, и потом заполняем вот эту впадину, потому что излом находится на нормальном расстоянии, и, в принципе, ну, нормально девушке подходит такая форма. Про волоски. У меня тоже в Инстаграме есть волоски, там больше года, которым их почти не видно, они почти ушли, и старая некачественная растушевка все еще видна и просвечивается. Ну, посмотрите, у меня там зажившие в закрепленных сторис. Правильно сделанные волоски положены на одну глубину.
они не уходят пятнами, они уходят так же равномерно, как правильно положенная растушевка. На самом деле растушевка тоже может уйти всяко разно, пятнисто и некрасиво изменить форму, потому что, допустим, середина брови прокрашена плотно и на большой глубине, а внешние края брови прокрашены полупрозрачно и уходят первыми. Буквально через пару месяцев бровь сужается и становится странной некрасивой формы. То есть любая работа, сделанная с нарушениями, через время выглядит не так, как хотелось бы. То есть у очень опытных мастеров и брови уходят равномерно в растушевке, и в волосках они уходят также равномерно, просто бледнее, пропадая, и через там год-два вы можете просто по тем же линиям полупрозрачным обвести, все сделать ярче, и все, и будет вам счастье. И вашему клиенту тоже. Поэтому, когда ты учишься, волосок ты кладешь на разную глубину, то глубоко, то поверхностно, и, естественно, через время это выглядит странно. Вот. Что я здесь делаю? Убираю кончики, самые кончики этих волосков, они тонкие, как паутинка, и никому не нужны, и находятся слишком низко по отношению к глазу. На таком как бы светлом лице нет смысла делать яркие брови. Вот такие брови, как паутинка, тонкие, им подходит все. И волоски, и растушевка, все, что хочешь, можно делать. И кожа, в общем-то, хорошая, сухая, как бы это идеальная модель. Просто у нее очень сильно вот эта вот асимметрия была создана ею самою. И задача мастера вернуть на место то, что было. Я нигде не работаю манипулами, я не делаю микроблейдинг. Я везде и волоски, и растушевку делаю аппаратным методом. Так, поэтому... Как быть с началом брови, если волосков нет, а нужно сдвинуть брови ближе к переносице на 5 миллиметров? Если очень сильно рельефные брови, то я бы постепенно это делала, я еще раз повторюсь. А если брови вот такие, как у этой девушки, полупрозрачные, здесь как раз вот этот случай и описанный, чуть ли не на сантиметр я вытягивала, то получается, можно вполне это сделать и дымкой, и волосками, и растушевкой. Вот смотрите тоже, вот это одна из самых нелюбимых нам, по мне, как бы форм бровей. Они очень-очень низко расположены, довольно рельефны. И как бы прям практически лежат на глазах. Лицо молодое, с возрастом они лягут еще ниже. То есть, несмотря на то, что лицо миловидное, молодое, брови, с ними мало что можно сделать. То есть, им не дашь излом большой, потому что головку просто физически некуда опустить. То есть, здесь мы будем ограничены такой почти прямой формой. Ну, как бы все равно в районе излома немножко постараемся приподнять. И в то же время выщипать эти брови полностью и уйти на лоб я не стала бы такого делать, потому что в мимике будет видно, что они находятся не на месте. И жалко лишаться волосков, конечно, тоже. Так, сейчас одну секунду. Так, и получается, что здесь вся моя работа в том, чтобы просто чуть-чуть ярче сделать, чуть-чуть шире, за счет ширины чуть-чуть приподнять излом, бровь остается практически прямой, хвосты увести некуда, и как бы у нас автоматически длина хвоста и излом не получаются, потому что просто физически лицо худое и надбровная дуга лежит так близко к глазу, что некуда вести. Поэтому вот в этом случае немного вот в хвосте можно убрать волосков, чтобы просто как бы совсем не лежала она. Вот такие лица возрастные, еще и с добавившейся мимической асимметрией, они самые сложные. То есть тут вы просто должны клиенту сказать: смотри, я могу тебе удалить брови, нарисовать их просто на лбу,
но это не будет выглядеть натурально. Можно даже где-нибудь портфолио таких работ держать, чтобы показать, как это выглядит. То есть обычно у нас проблема в чем? В том, чтобы клиенту донести, что вы не всемогущи, и вот на этом конкретном лице можно сделать вот это и все. Для того, чтобы не потерять натуральность. И при ближайшем рассмотрении, видите, видно, что она их не щипала, расти им некуда, по верхней линии практически нет вариантов, что они вырастут. Поэтому вот это все, что мы можем сделать. Ссылки, я думаю, что вам сейчас вот скинули вебинары, которые уже прошли, вы можете их посмотреть в записи. Модераторы скинули в чат. Если вы хотите просто посмотреть, очень много в YouTube, просто в YouTube входите, вбиваете Нечаева, и вам вылезет огромное количество всевозможных каких-то уроков, маленьких, длинных, больших, всяких разных, бесплатных, естественно, потому что YouTube бесплатный. Что такое у меня тут звук? И здесь тоже звук. Есть клиенты, которым отрисовываешь эскиз, смотришь, он симметричный, показываешь, и наберет зеркало. Так, это вы уже писали, я же видела. Также и при фотосъемке мимически активная бровь, у них взирается, как донести, что все симметрично, или все же при отрисовке учитывать. Вы же писали этот вопрос. Вы можете сфотографировать в спокойном состоянии лицо, потом дать ей в руки зеркало и сфотографировать ее в неспокойном состоянии и показать, как сильно меняется ее лицо просто от мимики, которая активная. Вы можете показать, нарисовать. То есть есть клиенты, которые сразу соглашаются с тем, что вы делаете, и даже как бы ты им объясняешь, а они не слушают, они тебе доверили, сделай со мной все, что хочешь, я знаю, ты специалист. А есть клиенты, которым надо прям объяснить, почему, зачем, почему вот здесь нельзя, почему можно. Поэтому вы просто должны показать ее в мимике и без мимики. И вы должны еще понимать, что на фотографии она выглядит не так же, как в зеркале. То есть, если вы ей покажете, она будет смотреть на себя в зеркало, и вы ей покажете ее на фотографии, это как бы немножко разные такие, слегка это зеркально разные изображения. Вы, наверное, все замечали, что мы себе нравимся на селфи-камерах и не нравимся на камерах фронтальных. Все дело в том, что на селфи-камерах мы видим себя как в зеркале, то есть так, как привыкли. А так как мы не симметричны, мы прям очень сильно несимметричны все. Мы улыбаемся на одну сторону, разные половинки сдвинуты относительно друг друга вверх, одна вниз и так далее. И привычное нам кажется нам вполне симпатичным, а непривычное отталкивает. Почему я долгое время не могла на себя смотреть на видео, потому что там я не такая, как в зеркале. И клиент может, не среагировать на камеру. То есть она себя видит же в зеркале, и все. А вы видите ее так, как она увидит себя в камере. Понимаете, о чем я? Очень многие производители телефонов делают как бы селфи-камеры сразу зеркальные. То есть там даже надписи у вас идут так же, как если бы не искаженные. Поэтому просто объяснить, показать, рассказать, объяснить ограничения, с которыми вы работаете. И, в принципе, вот смотрите, вот возрастное лицо с очень сильной асимметрией, мимической именно асимметрией. Действительно сложная, потому что еще и очень черные рельефные волоски. Вот. Здесь можно делать любую технику, и волоски, и растушевку. И очень, смотрите, хорошо они у нее складываются в акценты.
на разном уровне. То есть на правой брови акцент, яркая часть брови идет по низу, на левой брови прям вздернута поверху. И видите, да, что у нее даже на левой брови такой мышечный бугор над бровью. То есть это чистой воды мимическая асимметрия. Ну вот что я делаю в этом случае? То есть я опять сразу рисую простой прямоугольник на низкой брови, потому что помните, да, что если я нарисую задранной на высокой брови красивую форму, я ее не смогу отзеркалить на низкую бровь. Поэтому всегда начинаю с низкой брови, она более сложная. И, кстати, практически всегда низкая бровь у нас, она... Что я хотела сказать? Мысль потеряла. Низкая бровь, она у нас еще и удобная, как бы неудобная для рисования. То есть высокая бровь открытая, ты вот так рисуешь, лицо все тебе видно, все круто. А низкая бровь, она опущена, и рисуя, ты закрываешь лицо. И как бы не можешь воспринимать, поэтому там 2-3 штриха отошел, 2-3 штриха отошел смотреть эскиз. Поэтому потом, когда вы будете уже зеркалить на левую сторону, на более высокую бровь, перед вами будет все лицо, и вам будет, ну, как бы проще работать, проще зеркалить. А если вы нарисуете, начнете с простого, с высокой брови, с легкого эскиза, вам будет потом еще сложнее рисовать на низкой брови. Поэтому всегда начинайте со сложного. То же самое касается и работы на самой коже. Смотрите, что я здесь делаю. Набрасываю головку на примерно том же самом расстоянии, где и соседняя, как вы помните, да, что даже если здесь у нас идет уже какая-то асимметрия, которую мы не можем сгладить никаким образом, то вот в этой части все-таки даже мимическая асимметрия не сильно сдвигает головки, и по идее мы должны сделать все, чтобы они были вот максимально на одном уровне начинались и были одной толщины. То есть вот на нашей точке А1 слева и справа, чтобы находились от центральной оси на одинаковом расстоянии и от линии горизонта тоже на одинаковом расстоянии. Короче, если вы ударитесь в геометрию, в простые прямые линии, в точки, то у вас начнет гораздо проще получаться красивые формы. Смотрите, сколько уже я вам показала форм. Они все простые прямые линии, но они все очень гармонично вписываются вот в эти все лица. То есть, на мой взгляд, никакие дуги, никакие сложно какие-то искривленные брови совершенно не нужны этим лицам. Что я делаю сначала? Смотрите, как бы равномерно прохожусь сереньким условно цветом, то есть вот так же примерно с расстояния в метр выглядят и брови, которые я рисую карандашом на клиентах. Создаю форму, и затем наша задача будет немножко сместить акценты, то есть на высокой брови мне нужно будет прокрасить плотно по нижней части, на низкой брови мне нужно будет постараться приподнять и прокрасить плотно по верхней части. Но это ни в коем случае не значит, что на низкой брови я сделаю плотный, четкий какой-то контур. Нет. Ну, по верхней части, конечно, нет. Акцент размещается в середине брови, и верхняя часть, она всегда все равно тоже воздушная. Ну, там буквально несколько миллиметров. Смотрите, я прорисовала как бы дымкой серым цветом брови этой женщине. И сейчас более ярким цветом буду прорисовывать акценты. Да. Представляете, если я бы просто равномерно закрасила эти брови. Они были бы все такими же несимметричными именно из-за расположения своих пучков. Можно взять для таких примеров ваши работы с этого вебинара. Да, конечно, вы можете взять, не знаю, какой-то альбомчик себе, сохранить и использовать, и показывать. Смотрите, вот как было, как стало. Главное, чтобы вы смогли нарисовать такие же эскизы, а то клиент вам скажет, подожди-ка, то, что мне показываешь, то, что ты мне нарисовал, это вообще не то. А что делать, если начало брови опускается на неподвижное веко прямо вовнутрь? Да, это очень сложный случай. На самом деле у меня за все время я встречала парочку таких клиентов, у которых прям
настолько сильно бровь сползла на глаз, что просто она там есть, она раньше находилась на правильном расстоянии, но сейчас она лежит практически в глазнице на веке. Что делать? Приподнимать насколько возможно. Там еще зависит от того, насколько она густая. То есть я встречала женщин в возрасте, у которых они очень тоненькие были и лежали где-то, да, вот здесь, вот прям внизу. И тогда мы убирали полностью эту бровь и рисовали на надбровной дуге, на нужном месте. То есть это просто птоз, понимаете, да, бровь сползла, ушла вот сюда в глазницу, и мы ее удаляли, она прям четко понимала, что мы все удаляем и рисуем новую бровь, ей вот на повыше, на площадке. Были у меня клиентки с толстыми, с очень толстыми рельефными бровями, и тут иногда просто хочется сказать, что, слушай, ну ничего не сделаешь, в вашем случае все, вот ваши брови вот такие, только вот эта подтяжка, которая брови поставит на место, либо, может быть, ботоксом их поднимать, когда косметологи умеют поднимать хвосты, и брови, они даже иногда слишком высоко задранными смотрятся. Видите, да, я прокрасила более ярко в изломе, поднялась эта бровь сразу, не за счет того, что я подняла ее, а за счет того, что я акцент подняла, понимаете, да? И всегда сравниваю, смотрю, где, чтобы не сильно вывалиться, чтобы не сильно уйти за бровь на пустую кожу. Когда брови рельефные, когда брови такие густые, тяжелые и лежат вот тут вот в глазнице, вы, конечно, можете выщипать все то, что у вас внутри, и все равно не видно вот прям до надбровной дуги. И попытаться по верху немножко прорисовать, приподнять, насколько это возможно. Но, как говорит моя практика, вот такие конкретно случаи никак не украшали. Вообще, вот сколько я не билась, красивее не становилась. И это очень, конечно, печально, потому что и так тяжело клиенту, и у нее все лежит низко. Но надо понимать просто, что не всегда только рисунком можно добиться, как и объема на губах, допустим. То есть есть случаи, когда мы не можем ничего сделать, когда опущенная заваленная века, когда очень тонкие губы или маленькая ротовая щель. И то же самое с бровями. Есть случаи, когда сначала, наверное, надо к какому-нибудь пластическому хирургу сходить, если есть возможность. Смотрите, можно это делать, можно это не делать. То есть я что делаю? Я как бы проредила пучок. Он остался на месте. Просто я немножко убрала несколько там волосков, чтобы он не был таким как бы ярко задранным вверх. На клиентах я тоже иногда так делаю. Некоторые волоски, которые не формируют бровь, я смело убираю. Единственное, вы должны помнить, вы должны показать вашему клиенту все, что вы с ним делали. То есть, если вы стригли, вы должны показать, как это делать ей самой. Если вы проредили этот пучок, то же самое, вы должны сказать, вот там 2-3 волосинки каждый месяц ты должна убрать, чтобы эта мимика, как бы мимическая асимметрия вот не усугублялась. Если там, не знаю, подбревали, должны показать, как вы это делали. Если, что там еще, сильно выщипывали, тоже. Я видела много работ классных, свежих, классных, заживших после коррекции и случайно встреченных на улице спустя там пару месяцев, заросших, обросших и полностью испорченных клиентам, потому что он просто за бровями не следит. Поэтому не забывайте показывать вашим клиентам, что вы с ними делали. Так. Вот тоже лицо такое, довольно сложное. Смотрите, у нас тут практически круглое лицо и такие полукруглые бровки, которые тоже когда-то щипались, и по низу вот эта дуга создана, то есть классической формы нету, низко идущие хвосты и неправильно накрашенные глаза, которые имеют грустный вид, опущенные уголки. То есть нам все это надо изменить на какие-то восходящие формы. То есть смотрите, что я делаю. Я начинаю прям с излома. Намечаю для себя как бы максимальную ширину излома, чтобы понять, какой ширины будет головка. Потому что, помните, да, головка либо такая же, как излом, либо чуть-чуть шире. В этом случае шире я ее делаю немножко по верху и немножко по низу.
По низу всегда работаю, чтобы придать брови восходящую форму. То есть вот я тут уже накидала, уже лучше стало, уже мы ушли от этого, смотрите, круглое лицо, круглые, в общем, глаза, да, если я сейчас имею в виду не сами глаза, а вот эта зона, то есть прям читается такой круг. Я не люблю такие формы и сразу пытаюсь их разбить такими более простыми прямыми линиями. Хвосты такие длинные иногда просят клиенты оставить. Ну, как бы я не любительница. И смотрите, кстати, вот у нас сейчас очень длинный хвост. Когда ты расширяешь тело, особенно по нижней линии, если его расширяем, то хвост автоматически становится короче и уже не смотрится таким заваленным. Опять, да, у нас есть вот эта идеальная геометрия, идеальная бровь, в которой, если не хватает чуть-чуть по низу, то нарушается эта геометрия. И вы должны просто сразу представить, где именно вы что-то дорисуете, чтобы привести в порядок бровь. То есть не хватало ширины в теле брови, из-за этого хвост казался слишком длинным. Добавили. Изогнутая дугообразная бровь, форма, которая не нравится мне конкретно как мастеру и, на мой взгляд, не идет этому лицу. Добавляем по нижней линии, выравниваем. Ну, естественно, акцент потом располагаем там, где бровь не растет. Ну и пытаемся приподнять в районе, то есть где мы поднимаем максимально, это излом. Практически всегда это единственное место, где мы можем приподнять, потому что там растут пушковые волоски, потому что приподнятая в изломе бровь смотрится более красиво, чем приподнятая во всем теле равномерно, потому что она просто вот так поднимается выше, а в изломе она приобретает изгиб. Но я сейчас покажу еще случаи, где в изломе приподнимать это противопоказано. Вот. Так, почитаю вопросы. Вы рисуете разметку или сразу рисуете форму брови? В некоторых случаях, когда я вижу сложное несимметричное лицо, вот, допустим, это лицо очень несимметричное, я вам сейчас покажу его. Посмотрите, насколько оно несимметрично, да? Короче, сейчас я отвечу на этот вопрос сначала. В некоторых случаях, когда лицо прям сложное, я рисую форму. То есть я прям прорисовываю форму новую, чтобы клиент на себя глянул, себе понравился. Если достаточно симметричное лицо, я вижу, что я могу простыми линиями нарисовать форму, то есть как бы контур создать и потом класть и заполнять уже этот контур. Я рисую просто вот такими линиями. Но чаще всего все-таки, наверное, я рисую форму, потому что, во-первых, я сама должна увидеть, как изменилось лицо человека, а во-вторых, она на себя посмотреть должна в зеркало и тоже увидеть эти изменения. Конечно, все мастера, которые рисуют просто контур на бровях, они себе упрощают жизнь, но клиенту остается только довериться мастеру, потому что представить себя... Эта рамочка, внутри рамочки будет рисунок, довольно сложно клиентам. Опс. Сейчас это лицо дорисуем, я покажу после, опять прервемся, и я после перерыва покажу вам, насколько оно несимметрично, сделав его симметричным. То есть здесь, видите, переносится сдвинуто относительно вот этой вот части, которая между глазами. Хоть и здесь мимически, но здесь на разном уровне глаза находятся прям очень сильно. То есть если я проведу горизонталь через зрачки или через уголки глаз, то у меня станут мои брови вообще несимметричными. То есть тут такая, по краю ходим, играем с формами. Лицо действительно несимметричное. Молодая девушка с густыми волосками без птоза. То есть удалять волоски с начала брови категорически нельзя, правильно я поняла. Молодая девушка с таким... Вы имеете в виду, что это низко висящие брови, прям лежащие на глазнице? Ну, да, скорее всего, такие брови, может, даже лучше не трогать. Но мне бы просто фотографию. Очень, знаете, как... Если, может быть, есть фотография, я бы вам прямо сейчас и порисовала, что можно сделать, но фотографии нету, сложно рассуждать.
Можно такие низковисящие брови приподнять буквально, особенно если они густые, на, там, не знаю, на миллиметра полтора, ну, в изломе попытаться приподнять. Но в жизни чаще всего это смотрится странно. Смотрите, вот, я там, кстати, подождите, заболталась, и было ли там это или нет в этом видео. Я сейчас отдельно покажу. Смотрите, у этой конкретной клиентки можно как бы еще сильнее распушить эти брови. То есть еще чуть-чуть сделать их шире, потому что они достаточно высоко находятся. Вообще без проблем. То есть это уже в зависимости от того, что нравится, не нравится клиенту, пугает или нет его ширина. Но самое главное, что здесь нужно сделать, смотрите, это показать ей, что красить такие глаза с опущенными уголками по нижней части века, по нижнему веку, видите, я стираю как бы ее этот рисунок, и это сделала быстро, но ей совершенно противопоказано вот это вот подчеркивание нижнего века, опущенности его. И в ее случае макияж должен акцентироваться на верхнем веке, то есть сразу она становится и интереснее, и моложе, видите, как сильно меняет макияж просто. Поэтому, кроме того, что брови здесь можно исправить, еще и нужно клиенту объяснить, что как правильно глаза красить. И более того, тут же можно продать эту процедуру, сказать, тебе нужна либо стрелка, либо теневая стрелка, ну, тени во внешней трети на верхнем веке, а не на нижнем. Нижнее веко трогать запрещено на таких глазах вообще. А очень многие клиенты этого не понимают и делают с собой вот такую абракадабру. Так, тоже вот сложное лицо. Ну, кстати, вот, смотрите, можно... Ну, давайте по порядку уже идти, чтобы я не путалась. У нас перерыв. Да, после перерыва мы порисуем еще в фейстюне, я покажу. Так, и смотрите, насчет... Я вернулась, все вернулись. Насчет вот этого лица. Насколько тут... Это такая программка, тут можно немножко менять формы. Насколько сдвинут нос, насколько глаз опущен, то есть я его вот приподнимаю. Насколько разные челюсти, видите, то есть одна челюсть у нас. То есть клиенты почти всегда этой асимметрии в себе не видят. То есть очень часто... клиенты даже не подозревают, что они несимметричны, и насколько сложна ваша работа. И смотрите, сейчас я чуть-чуть, в несколько штрихов буквально, я не меняла губы, я тут чуть приподняла глаз, поставила на место нос и челюсти изменила. И теперь кажется, что то лицо ненормальное, вот оно, свое, а вот это типа нормальное. Но тут еще, конечно, можно и нос еще больше на место поставить, но... Это так просто. И вот эти трансформации, когда клиент понимает, что ого, как бы он выглядел, если бы был симметричным, они очень показательны. То есть у меня была реально клиентка, которая встала довольная, все круто-круто, а потом начала, вернее, плакать и говорить, какой кошмар, она просто одела очки, а у нее одна бровь полностью видна, одна бровь полностью не видна, и у нее очень сильная асимметрия ушей была просто, и этого тоже она никогда не замечала. И, короче, ей пришлось объяснять и показывать, в чем же проблема. То есть это именно была проблема вот в ушах, они на разном уровне, и это сделало как бы несимметричными брови относительно очков. Так, идем дальше. У нас тут уже вот сложный случай тоже. Прям очень интересное лицо. И тоже видно, что эту форму безумную, в общем-то, создала она сама, потому что здесь, судя по всему, очень густо растущие были брови. Что могла, то сделала. То есть это большая потеря в теле брови волосков,
которое создало вот этот вот какой-то странный, злой, агрессивный вид на, в общем-то, миловидном лице. И что нам здесь надо? То есть у меня есть правило, где написано, что нельзя расширять брови больше, чем на 1,5–2 мм от своих волосков. Здесь мы расширяем брови практически, не знаю, на сантиметр от волосков. Ну, практически на сантиметр, реально. Вот. Это крайне редкий случай, то есть тут я бы это сделала только в том случае, если бы знала, что волоски свои там отрастут. А они отрастут, потому что пеньки, которые торчат выше, ну, мне дают об этом понять. Смотрите, несмотря на то, что бровь как бы низко расположена, перещипана, по нижней линии я все равно немножко рисую, чтобы вот эту форму сделать более гармоничной, чтобы она перестала быть настолько, как это сказать, она же не вертикальная, настолько острый угол иметь. И то же самое и у хвоста. Видите, хвост тоже прям идет резко крючком вниз, но нам надо будет его приподнять. То есть тут все эти рисования. Я немножко ускорю. Видите, да? То есть по верхней линии довольно много. И если это были бы волоски, там мне нужно было бы делать волоски с растушевкой однозначно, потому что вот эта полоса по низу очень яркая. Если это чистой воды растушевка, то мне нужно было бы довольно плотно прокрашивать, не довольно плотно, а прям плотно прокрашивать всю середину брови, потому что, сами понимаете, мне нужно сравнять по насыщенности как бы вот эту вот середину слева и справа и с этой полоской, которую клиент сам себе создал, чтобы брови были более гармоничной, мягкой формы, расположены в правильном месте. То есть здесь очень важно было бы прокрасить прям четко и плотно. Так, лицо, конечно, сложное. Вот это прям очень. Так, и сейчас покажу еще один вариант ее же. В принципе, то же самое. Рисование по созданию вот этой простой прямой формы. Просто здесь, в этом эскизе, я нарисовала их более широкими. Еще более широкими, что наоборот сделало ее лицо, как ни странно, мягче. То есть широкие массивные брови не всегда делают вашего клиента каким-то угрюмым, там, суровым и так далее. Но, допустим, вот такие несимметричные странные формы брови сделать симметричными, мягкими и с мягкими формами, с плавными какими-то, не с резкими крючками в хвостиках, допустим, и агрессивным наклоном, можно только при помощи их расширения, понимаете? И хорошо, если свои брови росли так. Сложно, если они не росли так никогда, и вы будете работать по пустой коже, тогда надо будет очень тщательно прокрашивать, и клиент должен прям четко понимать, что ее ждет, что вы рисуете по пустой коже. Вот. То есть вот по моим ощущениям, когда я разглядывала эту фотографию, у нее свои брови когда-то такими широкими примерно и были. Потому что, видите, даже вот здесь они яркие волоски растут, это значит, что они прям очень широкие были и в изломе. Вот. Если клиенту показать его лицо до-после на фотографии, вот так вот эскиз примерять, то они бы точно понимали, конечно, как надо правильно работать и как надо сохранять вообще, в принципе, брови. Так. Вы заполняете эскиз, первый проход идет прямо поверх эскиза заполненного. Да, совершенно верно. Мы работаем прямо по эскизу. Очень тщательно и подробно мы все рассказываем о работе в вебинаре по растушевке. И показываем средства еще для фиксации эскиза, эти ручки, которыми мы фиксируем. Так, ну вот, в принципе, я вот ее хотела показать, она сложная. Идем дальше. Так, тоже достаточно сложное лицо у нас, вот это.
И это... Сейчас, секундочку. Тут. Вот она. Вот что у нас было. То есть прямо очень сложное лицо само по себе. Большие глаза, странные формы брови. Смотрите, тоже мы делаем анамнез, да, мы проверяем. Они были очень волосатые, видите, да? И тоже перещипаны, и эта форма создана ею самою. Невысокий лоб и тяжелая нижняя часть. То есть нам надо вот этот акцент, все яркое разместить в верхней части лица, чтобы как бы вот это вот тяжелое большое расстояние между носом и губами перестало бросаться в глаза. Вот, поэтому здесь опять я делаю простые прямые линии, то есть дорисовав в изломе, видите здесь какая странная форма, то есть она щипала в головке поверху, по оставшимся там сям волоскам, это становится понятно. И получается, что нам надо расширить головку, создать ее форму, и уже от верхней части головки плясать в тело. И опять здесь я тоже как бы одновременно рисую и в головке, и в изломе, чтобы понимать, как бы, какой формы, на какой высоте будет находиться наша бровь. Так. Эскиз фиксировать красной ручкой пилот точками или линиями. Точками я фиксирую на сухой коже, линии я фиксирую на жирной коже, иначе даже эта ручка стирается на жирной коже. И обязательно по чистой коже ни в коем случае не фиксируйте по карандашу, потому что у вас как бы слои кожа, потом у вас идет карандаш, которым вы рисовали эскиз, а сверху него красная точка. И, естественно, от одного движения у вас все сотрется, эскиз не зафиксируется. Поэтому вы должны рисовать как бы на границе, на чистой коже, возле эскиза. Так, чуть ускорим. Здесь у нас это видео. То же самое. Видите, я заполняю пустоты в головках, создаю прямые линии. И здесь у нас получается такой какой-то изгиб, слишком ярко выраженный, что ли. Но сейчас поймете. То есть я потом прокрашиваю, заполняю низ. Так как волосы черные, волоски черные, самый яркий пигмент должен быть вот на этой работе. И прям плотный прокрас в пустых местах. Иначе всегда будет на фоне вот вашей растушевки какой-нибудь нежной, воздушной выделяться вот эта полоса очень долго, пока они не отрастут. Возможно, они никогда не отрастут. То есть иногда бывает такое, что луковицы повреждены настолько, что они так и никогда не отрастают, поэтому всегда надо будет делать татуаж. В процессе рисования я так расширяю или сужаю бровь и всегда рисую, отходя на 1,5 метра, постоянно проверяя, как это лицо новое с новыми бровями смотрится с расстояния в 1,5 метра. Из-за того, что брови вот так вот сильно дугой изогнуты и дуга находится высоко, у бровей у этих, несмотря на то, что я нарисовала прямые линии, постаралась как бы сделать более мягкой форму, все равно такой агрессивный какой-то изгиб для этого лица, на мой взгляд. Слишком ярко выражены вот эти вот дуги. Потому что, скорее всего, знаете что, лицо овальное и вытянутое, и получается еще и бровями вот такими сильно изогнутыми мы все это подчеркиваем. Поэтому, как бы, ну, тут, естественно, вкус и цвет товарища нету, и есть клиенты, которые говорят, нет, вот так хочу, а есть клиенты, которым понравится еще одна другая форма, сейчас покажу, какая, то есть что мы здесь дорисовываем. То есть вот было-стало. Смотрите, все волоски сохранены, абсолютно все. Тут практически ничего даже не убирала. Пару волосков в хвосте совсем низко опущенных. И как бы задача клиента отрастить все свои, задача ваша хорошо прокрасить эти брови, потому что волосы на бровях черные сами по себе, прям вот один из тоже самых сложных случаев, потому что все темные пигменты насыщенные, ими проще всего заглубиться, и надо не глубоко, а плотно работать на таких бровях и сохранить вот эту дымку, которая, сейчас я покажу, смотрите, на ней же, на другой немножко этой форме. То есть здесь я
чуть-чуть еще изменила эту форму у нее. То есть, смотрите, если та форма кажется агрессивной кому-то, кому-то не кажется, кому-то понравится, то чтобы она не была агрессивной, можно чуть-чуть убрать вот по нижней части головки, как раз в этом случае, в ее случае, это лучше смотрится, когда мы не опускаем так сильно головку по нижней части, я ее чуть проредила и сделала более прозрачной. То есть это же все вы можете контролировать насыщенностью вашей растушевки или количеством волосков, которые вы рисуете, если это волосковый метод. Вот. И также чуть-чуть я смягчила изгибы. То есть сделала их не такими ярко выраженными, потому что эти брови вполне позволяют такую трансформацию. То есть просто как бы должны быть варианты. Но клиенту вы, наверное, выбор особо давать не должны. Вы должны сами постоянно практиковаться и смотреть, как лучше тому или иному лицу, потому что как только даешь выбор женщине, она будет мучиться и отсылать всем подружкам и страдать в выборе этих форм. Я, например, такая, если мне выбор дается, все, пиши пропало. Если сказали, вот один вариант, он только один. Я такая, ну хорошо. Вот, короче, более мягкая форма на этом вытянутом лице смотрится более гармонично, более прямые, скажем так, брови, мягче смотрятся и лучше. И, конечно, я бы убрала эти безумные ресницы, которые, не знаю, зачем их делают. По мне так это перебор. Короче, понятно, да, насчет вот этой вот формы. Тут сейчас я ее перемотаю быстрее. Смягчила головки, убрав по низу, смягчила изломы, выровняла за счет этого брови больше и убрала хвосты. Короче, брови стали более прямыми. В них почти нет излома, если так посмотреть, почти нет перепада вот этих вот плоскостей от вертикально идущей к вниз опускающемуся хвосту. По мне так вот эта последняя форма, ей идет гораздо больше. И ну, я бы выбрала для нее ее. И массивность и ширина этих бровей тоже никак ее не портят, видите, да? Но все дело в том, что ширина это не полностью, не во всю ширину прокрашена бровь. То есть она только в середине, вот акцент, там, где ее яркие волоски находятся, там, где их много, пучки вот эти вот. И вся вообще вокруг форма дымчатая, состоящая из дымки. Лицо, видите, стало более мягким, более интересным. Ну и, конечно, в сравнении с ее старой формой это просто небо и земля. Но вот ее вот эта старая форма позволяла сделать и вот такую с изломом бровь, и вот такую мягкую, практически прямую бровь. Поэтому видите, да, как можно. Тут можно было бы, конечно, еще кучу вариантов сделать, но как бы вот это такие два основных. Так, кого мы здесь еще не видели? Вот тоже лицо у нас сложное, тут оно с каким-то старым татуажем, но он как бы значения особо не имеет, вот там красные остатки, тут имеет значение форма. Совершенно неприемлемая для лица форма с этими резко идущими вниз хвостиками и прямыми головками. И, судя по всему, здесь брови тоже были широкими, просто когда-то были выщипаны и растут уже так пучковато. Так, тут тоже мы поперематываем, чтобы побыстрее это все было. То есть, опять, у нас прямая бровь. Чтобы ее опустить, нам что надо сделать? Дорисовать в головке. То есть мы сразу восходящее направление дадим брови. Это и делаем. Придаем восходящее направление брови. То есть, по сути, наши вот эти простые прямоугольные формы, и на таком большом крупном лице брови можно, конечно, сделать более широкими. Единственное, что несмотря на то, что я добавила ширину в бровях, хвосты все равно смотрятся заваленными, крючковатыми. То есть
Тут без удаления какого-то количества в хвостике никак не получится, поэтому убираем чуть-чуть хвостики, чуть-чуть дорисовываем в изломе, как обычно. Пока я не нарисовала полностью форму, напишите мне, как бы вы исправили вот эту форму и этому лицу, какие брови бы вы вообще, в принципе, придумали, нарисовали. Потому что лицо действительно достаточно сложное, такое тяжелое. Ну, хотя я тут уже почти все сделала. Так. Как вообще создают такие формы? Психанула, видимо. Да, ну, у нас бы не было работы, если бы такие формы они не создавали. Что? Я думаю, знаете как, если вырезать все брови, которые я рисовала на всех лицах сегодня, и вот так в рядок поставить, они плюс-минус одинаковые, просто по размеру немножко разные на деле. Я люблю простые классические формы с правильно расположенными акцентами и с мягкими границами, чтобы не было у них четких линий, плотно прокрашенных никаких границ. Что я здесь сделала? Опять опустила головку, расширила бровь, сделала форму тела брови восходящей, убрала крючковатые хвостики на бровях на ее. Видите, здесь по внешней части хвоста я дорисовала волоски. Ну, либо растушевку можно дорисовать, чтобы изменить направление вот этого хвостика. Вы должны дорисовать и по внутренней части, и по внешней части хвоста. Остановлюсь сейчас, наверное. Не, ладно, покажу, когда закончу на фотографии. Эскизы на моделях я рисую сухими карандашами. Сухими черными или коричневыми карандашами. Не жирными. Так, ладно, здесь-то все мелочь. Такая получилась форма. То есть, видите, да, опять все волоски сохранены, наверное, на 95%. И создана новая форма. Сейчас я найду ее в этой программе. Такой сложный случай. Я еще раз скажу. Смотрите, во-первых, я начала в этом случае, практически в единственном, с левой брови. Все дело в том, что здесь есть, кроме того, что ну, как бы они несимметричные, некрасивые формы, здесь еще и глаза разного размера, левый глаз меньше, а правый глаз больше. И бровь над ним тоже меньше, соответственно, то ли ее клиентка такое сделала сама, то ли так и было. Потому что я такое наблюдала, глаз один большой, один маленький, и бровь над ним одна большая, одна маленькая. И многие мастера это и подчеркивают. То есть вам надо бровями нивелировать вот эту разницу, чтобы глаза перестали, вот эта разница в размере перестала бросаться в глаза. Поэтому что мы здесь делали? Красный возьму цвет. Смотрите, если мы опускаем по низу и поднимаем по верху, у нас меняется, помните, направление. Если у нас вот хвостик крючком, чтобы он перестал быть крючком, мне нужно дорисовать вот здесь по низу, а вот здесь по верху. И у него опять-таки меняется направление. То есть он становится не такой висящий вниз. То же самое с этой стороны тоже. Смотрите, здесь будет больше видно. То есть если я дорисовываю вот этой части в головке, меняется уже направление, даже сейчас, да? То есть я потом плавно перехожу и дорисовываю во внешней части головки, приподнимаю насколько возможно. То есть все, у меня изменилось направление тела брови.
В хвост все еще остался крючковатым. И у меня есть тут пара вариантов. То есть я дорисовываю здесь в теле, хвост становится у меня уже не таким как бы длинно-крючковатым. И второе мое действие — это дорисовать по внешней стороне, предварительно убрав вот несколько волосков вот на этой брови, потому что она у нас заваленная, низкорастущая. Понятно? И вот она моя форма, о которой я говорю все время. То есть это рисуйте вот такие простые формы, и будет вам счастье. Абсолютно простой прямоугольник и треугольник. Вы просто что делаете? Вы у них смягчаете границы немножко вот в изломе. Она остается такой же восходящей. Это все еще вроде как прямоугольник, просто со смягченными вот этими уголками. В головке можно смягчить, можно вот здесь чуть-чуть смягчить, и как бы бровь становится уже более мягкой. Но вам легко рисовать, легко фиксировать, легко как бы лицо это украшать. Поэтому запомните вот эти простые формы. Вот все, что я говорю сегодня, это только вот так, отказаться от изменений. Это только я делаю так, чтобы вы начали рисовать простые прямые формы. Так, кого мы тут еще сегодня у нас не рисовали? Давайте, мы столько сделали работ. У меня тут, по-моему, буквально одна осталась уже модель. И сейчас я хочу, чтобы вы мне написали, что именно вы бы сделали с ее лицом, потому что оно сложное. Так, а где она? Вот она. Смотрите. Разглядываем брови. Смотрите, низкорастущие, рельефные опять. То есть такие брови исправлять сложнее всего. Если прям сильно увеличить, то видно, что там волоски где-то поверху есть, то есть тоже она где-то, видимо, что-то щипала. В головке они тоже растут, то есть у нас есть возможность их поправить по верхней линии. То есть это почти тот вариант, о котором кто-то здесь сейчас писал, когда очень низко лежат брови, еще и такие ресницы, которые трогают брови. То есть что вы сделали бы вот с этой клиенткой? Несимметричные, разное расстояние в теле бровей, очень длинные заваленные хвосты. После вот этих 13 или 14 работ, которые я вам показывала, давайте, пожалуйста, мне расскажите, что вы бы сделали. Я пока поотвечаю на вопросы. Объясните, пожалуйста, как все-таки выравнивать, когда глаза разного размера. Так, давайте, я сейчас это нарисую. Пока я жду от вас комментариев за сегодняшний, скажем так, урок, что вы поняли, как изменить это очень крайне сложное лицо. Так, глаза разного размера. Ну, давайте вот на этой, наверное, клиентке и попробуем, раз мы уже ее сегодня мучили. Уберем все изменения. Это, смотрите, это фейстюн. С ним тоже вы можете играться, когда что-то вам, не знаю, хочется сделать. Но вот я его использую. Так, допустим, смотрите, вот этот глаз у нас меньше, этот глаз у нас больше. Такие прям вот разные лица. Ой, ну не настолько, наверное. Что-то совсем я. То есть, и что мы делаем? Мы делаем бровь. Я это видела просто во время рисования эскиза на клиенте вот с таким несимметричным лицом. Над маленьким глазом была маленькая бровь, соответственно, начиналась и заканчивалась вроде как в нужном месте, а над большим глазом была большая бровь. И как бы когда ты смотришь по отдельности, вот так вот, вроде нормально. Второй глаз смотришь, вроде нормально. Но когда ты смотришь прямо на лицо в общем человека, получается, маленький глаз еще меньше стал за счет того, что бровка над ним маленькая. И, соответственно, большой глаз стал еще больше за счет того, что бровь большая, раскидистая. То есть, что вы делаете? Во-первых, тут надо макияжем выравнивать размер глаза пытаться. То есть, также и на веках делается чуть больше тень или стрелка в зависимости от того, что позволяет глаз. И то же самое вы делаете с бровью. То есть даже если у вас глаз небольшой, брови должны быть примерно одинаковые по размеру. То есть вы не пытаетесь сделать эту бровь совсем гигантской, а вторую бровь совсем малюсенькой. То есть играя вот этими размерами в брови,
вы можете нивелировать, то есть не подчеркнуть то, что один глаз маленький, один большой. Ну и посоветовать клиенту свои услуги, если вы сможете, если вы умеете делать тени, допустим, по выравниванию размера глаза. Понятно? То есть ни в коем случае не делайте над маленьким глазом маленькую бровь. То есть вы должны визуально сделать ее такой похожей по размеру на вторую бровь. Как бы, на мой взгляд, это более приемлемо, чем делать маленькие бровки. Так, и что мне тут написали? Читаю. Так, если случай с близкорастущими к переносице волосками. Такие я раздвигаю спокойно. То есть, если прям очень много волос и близко посаженные глаза, тем более, то можно чуть-чуть раздвинуть волоски, но, конечно, выщипывать каждый волосок вы должны, согласовав с клиентом. То есть, близко посаженные глаза надо постараться как бы развести при помощи бровей. То есть, у вас излом и как бы хвосты должны быть такие более раскидистыми. И наоборот, ни в коем случае не делать акцент по яркости и по нахождению близко у переносицы глаз, бровей. Так, я бы их подвинула к переносице. Ну, правильно, здесь можно немножко подвинуть к переносице. Однозначно убрала бы хвосты. Ага, а куда бы новые нарисовали? Потому что вы видите здесь, чем лицо сложное, у него узкая вот эта часть и хвосты. Если даже убрать, они новые нарисовать, если правильный излом, поднять, все такое, они уйдут уже на висок и чуть ли не будут трогать волосы. Увеличила тело брови ближе к носу, подвинуть к переносице, излом, продлить хвосты, укоротить. Вот этот правильный вариант. Опустить головку, удлинить тело, из хвоста, думаю, придется все равно выщипывать волоски. Но вообще, в общем и целом, вы молодцы. Я согласна с вашими, почти всеми комментариями. Как тенями увеличить второй глаз? Просто на одном глазу тень у вас немного меньшего размера, на другом немного большего размера. Но, конечно, никто не говорит о каких-то прям сильно больших размерах, потому что большую разницу между глазами можно слегка нивелировать. То есть даже я делала такое когда-то на клиентке, у которой был птоз на одном глазу, очень сильно заваленный. Так, смотрите, что я делаю. Первое, что я делаю, это убираю хвосты, потому что совершенно точно они вообще нам не нужны, они слишком низко расположены к глазам и слишком заваленные. То есть на этом лице конкретном сделать широкие, раскидистые, высоко поднятые брови не получится. И вы должны честно об этом сказать клиенту, потому что, видите, здесь видно, поставлю сейчас на паузу, смотрите, здесь видно, что вот идет надбровная дуга, и в висок, он как бы уже в тени находится. То есть реально некуда идти, потому что это будет чистой воды на виске нарисованная странная бровь. Идем дальше. На небольших, ну, на мой взгляд, еще очень сильно портят ресницы, эти большие слишком ресницы, в общем, эту внешность. Здесь можно было бы лицо сделать более гармоничным гораздо при помощи небольших ресниц, не таких огромных. То есть это тоже стереотип, когда многие клиенты приходят с такими ресницами и думают, что если у них большие ресницы, они станут автоматически с большими как бы глазами. Но вот эти тяжелые мохнатые ресницы, они очень часто подчеркивают и даже уменьшают небольшие глаза. То есть на больших ресницах, на больших глазах большие ресницы смотрятся не так плохо, как на маленьких. Поэтому что мы, здесь я рисую в той зоне, где волоски теоретически могут отрасти. Если ее заставить шевелить бровями, у нее образуются, скорее всего, складки вот в этой части. И высоко подняться я тоже не могу,
потому что ее волоски вот такие вот, на вид они выглядят крашеными, черными, потому что в этом возрасте уже они более светлые, скорее всего, они окрашенные, то есть ей надо посоветовать не красить в черный цвет брови и придать вот новую форму, потому что когда черные рельефные волоски, очень сложно новую красивую форму нарисовать на лице клиента. Они мешают. Так, как тенями. Кстати, на веках увеличивать один глаз как раз-таки чем-то теневым. Плотной стрелкой это не стоит делать, если есть асимметрия или там какие-то проблемы с веком, или, может быть, знаете, бывает после там пожаров или аварий какие-то проблемы с веками, как кожа стянута из-за шрамов. То есть вы должны работать в теневых техниках в таких сложных случаях. Что, планшет разряжается? Не пойму, он заряжается. Что здесь у нас? 15%. Странно. Смотрите, я в районе излома приподняла, насколько возможно, до ее там каких-то оставшихся пушковых волосков. И удалила хвосты, чуть-чуть опустила и придвинула в головках. Видите, да? И основная задача это сделать эти брови правильно прокрашенными, такими объемными за счет того, что середину мы сравняли, прокрасили плотно и внешние контура оставили полупрозрачными, чтобы... Так, это все долго, эти рисования. Для того, чтобы бровь смотрелась живой. Они получились почти прямыми, но они, видите, на большем, чем до этого расстоянии от глаз находятся. И они такие более широкие, более мягкие, этому лицу идут. Больше гораздо, чем предыдущие. Но хвостов, конечно, в ее случае мы лишились практически полностью. Что иногда случается, но вот конкретно в этом случае никуда не денешься, хвосты надо удалять. Хоть я и противник удаления. И вот это вот расширение по верхней части, уход в сторону, в район висков, там, его, конечно, без четких границ. На каждых бровях не нужны четкие границы, ни на одной поверхности, ни в головке, ни в изломе, ни в хвосте, нигде. И уж тем более на возрастном лице с такой сложной формой. Так, по-моему, у меня все по эскизам. Мы тут всех отрисовали. Две из них. Ну, не знаю, видели эту девочку или нет. Могу показать, если планшет не... у него 100% зарядка. Это у меня там появилось изображение. Черт, я думала, сейчас здесь. Смотрите, тоже очень сложная девочка, но я ее показывала в одном из, по-моему, где-то в Инстаграме или в Ютубе бесплатном видео. Она есть. Прям архисложный случай. Молодое лицо, настолько сильно несимметричные брови, настолько рельефные черные волоски. Просто я прям таких боюсь, потому что с ними крайне сложно работать. То есть я покажу сейчас быстро, что в принципе здесь максимально можно сделать, дорисовать. И самое плохое это то, что она, и это видно, ничего не делала. Вот у нее брови такие есть, она особенно их не щипала, по верхней линии точно не щипала, там никаких пеньков, ни пушковых волосков, ничего нету. То есть здесь мы тоже частично лишимся хвостов. И, как видите, да, я вот убираю хвосты. Что еще плохо на этих бровях и сложно, то, что они как бы вот отходят от кожи. То есть эти волоски вот так вот отходят от кожи. Если их постричь, они вообще вот так встанут вертикально, поэтому стричь их как бы не стоит. Для таких рельефных сложных бровей сейчас появились вот эти долговременные укладки. То есть в ее случае это было бы прям большим спасением, потому что сохранились бы все волоски. Вот эти свои жесткие, как пружина, волоски становятся более мягкими, послушными. Их можно укладывать как захочется и, конечно, приподнять. То есть в ее случае
Это было бы прям круто. Если не делать эту долговременную укладку, то можно сделать вот такую вот форму. Смотрите, такую более-менее прямую, переместить акцент наверх, как я говорила, на верхнюю часть излома. Ну и сильно изгиб придать не получится в конкретно этом случае, потому что брови довольно низко по отношению к глазам находятся. Ну, как-то так. Но самый лучший вариант был бы, если бы мы могли их вот так уложить вверх. Это было бы гораздо более красиво. И опять, это опять простые прямые формы, видите? То есть простой прямоугольник в теле брови и треугольник в хвосте. Так. На возрастной коже, если я делаю растушевку, то делать растушеванный контур даже по нижней линии. Конечно, ну я в принципе всегда за это, за то, чтобы везде был мягкий контур. Буквально, знаете, миллиметра полтора снизу, миллиметра два сверху и плотно прокрашенная середина, все. И растушеванный контур, это не значит, что это другая глубина, помните, да? Это значит, что просто там более, как бы так сказать, большое расстояние между штрихами, и все. Ну что, по лицам я закончила. Я сейчас готова поотвечать на комментарии. В общем и целом, о чем я сегодня вам так много говорила. Профит и ценность для вас этого вебинара в том, что вы должны сохранять максимальное количество своих волосков у ваших клиентов. Вы должны донести до них ценность того, что небольшая симметрия сохранится, но зато это будет выглядеть натурально. Они не лишатся своих бровей ради симметричного татуажа, который на несимметричном лице будет смотреться все равно всегда странно. То есть я за изменение формы, за украшение лица при помощи изменения формы, но я не за абсолютную вылизанную симметрию, когда каждый миллиметр абсолютно одинаковый слева и справа, потому что наши лица несимметричные. И, естественно, ваши работы, сделанные с сохранением максимального количества волосков и с работой в допустимых зонах, они будут более естественными, натуральными. И у вашего клиента, если эта форма, как бы некрасивая форма бровей, приобретена им, испорчена им самостоятельно, либо, может быть, в каких-то салонах испортили, у них будет шанс снова стать натуральными. Но если вы в погоне за этой абсолютной симметрией, там, не знаю, удалите одну бровь или полностью хвост, или там вот что-то такое кардинальное сделаете, то все меньше шансов у вашего клиента остаться натуральным будет, потому что он будет вынужден по вашей форме щипать волоски много лет, и они перестанут расти, и, короче, все, пиши пропало. Посмотрев опять этот вебинар и так много примеров разных лиц сложных, вы сможете объяснять неадекватным клиентам, ну, слегка неадекватным, которые ушли, знаете, как довольными после процедуры, пришли домой с линеечкой, замерили свои брови и поняли, что они несимметричные, и прибежали на следующий день вас душить и говорить, что за фигня, ты мне сделал несимметричные брови. Вы сможете объяснить, что это неправильно и почему, и о том, что лица вот настолько несимметричные, и, ну, как сказать, сможете аргументированно этот негатив разрулить с вашим клиентом, потому что они действительно не понимают, что глаза на разном уровне, разный размер глаз, толщина, направление глаз, нос повернут, губы улыбаются в одну сторону, скулы разной формы, и о каких, в общем-то, симметричных бровях может идти речь. Мы просто должны вписать новые брови на это лицо и сделать его более там милым, молодым, привлекательным. То есть густые, хорошо наполненные брови говорят нам, что перед нами, в общем-то, молодой типа человек. А с возрастом все, ну и приподнятые, а с возрастом все опускается, и как бы возраст выдают там, что морщины, птоз гравитационный, выпавшие волосы, и как бы все ваши клиенты, в общем-то, идут к вам за молодостью и красотой, а молодые идут за красотой просто. И вы сможете до них донести вот эту важность, как бы натуральности
Либо, если перед вами реально сложные случаи, как вот там парочка, которые я показывала, вы сможете их реально изменить, потому что если очень плохая своя форма и надо что-то менять, то в этом случае я не против того, чтобы, допустим, удалить большую часть волосков и нарисовать прям реально красивую форму и создать новое вообще лицо. Ну и что, вы сможете защищать себя в комментариях от любителей гиперсимметричных каких-то форм на лице при помощи, созданных при помощи ниток, замеров, миллиметров и всего прочего. Поэтому, чтобы не было неверного толкования моих слов, я люблю симметрию, я стремлюсь к ней максимально, но не как бы переходя границу, когда полностью сбрили брови, нарисовали новые красивые симметричные, или там одну бровь, или что такое кардинальное сделали. Так, вот что у нас тут дальше. Я готова поотвечать на вопросы. Спасибо за обратную связь. Я очень долго собиралась с духом этот вебинар делать, потому что то, что мне кажется простым, для очень многих людей непонятно, они об этом даже не думали, и он был для меня сложен, он как бы для меня ценности не несет, потому что я это всегда знала, всегда у меня как бы не было проблем с формами, но глядя на реально работы людей, которые комментируют у меня там в Инстаграме какие-то мои вещи или посты, я понимаю, что этот вебинар, он реально нужен очень многим людям. У нас сегодня немного людей, купили его гораздо больше, видимо, просто что, выходной день или подзабыли, как обычно. Нужен он всем, этот вебинар. Покажите, пожалуйста, свои эскизы. Я не совсем поняла. Вы можете, еще раз я говорю, посмотреть, как я рисую эскизы прямо на клиентах, либо в Ютубе, прям просто в видеоуроках, либо приобретя вебинары, где я прям вот работаю с клиентами на коже и саму процедуру делаю. У нас есть вебинары по волоскам. Там 3 техники: азиатская, смешанная, европейская, и, естественно, в каждой из них я рисую эскизы. Есть вебинар по растушевке, там тоже есть эскизы и тоже несколько типов: очень прозрачная, очень плотная, и более того, там есть еще и не только я, есть еще и наш топ-мастер Евгения из Краснодара. Она показывает, как делать свою работу. Как совместить волоски и растушевку? Есть способы, я говорю о них тоже на вебинарах. Ну, как бы здесь у нас не о волосках, а формах. Так, но я же буду покупать весь вебинар, если у меня даже машинки нет. Хочу просто увидеть, как выглядит эскиз в реальности, не на планшете. Тогда просто вы найдите мои видеоуроки в Ютубе, их тоже много. Я показываю там на сложных лицах. Ну, просто реально в Ютуб заходите, вбиваете Нечаева, там брови, и вам выйдет огромное количество бесплатных совершенно уроков, понимаете? Наверное, вы меня в Ютубе не видели, потому что уже очень давно у меня канал там, в котором очень-очень много всего полезного для начинающих тоже мастеров. Кстати, для начинающих у нас есть онлайн-мастер, где вы можете с нуля, начиная с бумаги и заканчивая клиентом, обучиться этой процедуре. Все, я снова охрипла. Всем спасибо, что вы со мной сегодня были здесь в прямом эфире. Да, сертификаты, все так любят. К этому вебинару сертификат оплачивать не надо. Я дам вам каким-нибудь образом 3 фотографии, либо здесь отправим ссылки, либо, ну не здесь, а на электронную почту отправим ссылки с картинками. На этих картинках вы должны будете нарисовать симметричные красивые формы брови, выложить у себя в Инстаграм, написать, что это работа после вебинара Нечаевой, отметить меня, я увижу, перейду, посмотрю, и если ваша работа соответствует моим критериям красивой формы и симметричности, то я с удовольствием вам отправлю вебинар, сертификат. Все, вот так. 3 работы надо будет сделать. Всем спасибо, всем пока.